Значит, вы сможете, пройдя определенные курсы, увидеть определенные закономерности, которые вокруг вас постоянно находятся, но вы на них внимания не обращаете. И опираясь уже на увиденное, вы сможете как-то начать все-таки именно воздействовать хоть в каком-то минимальном количестве на определенные сопроцессы, которые происходят с вами постоянно. Многие думают, что они свободны, и от них зависит, какое действие они сделают, куда они пойдут, чего они хотят. Так вот, я хочу вас сразу разочаровать. Даже мысли в вашу голову не приходят по вашему желанию. Желание куда-то двигаться от вас совершенно не зависит на данный момент. Я могу это обоснованно доказать. Все вы находитесь в состоянии, то, что называется, неосознанном состоянии жизни. И поскольку наш мир – это целостный организм, вы не можете сами адекватно, как говорится, в нем двигаться. Вас двигают. Если бы этого не было, в организме наступил бы коллапс или хаос, или что-нибудь, он бы развалился. Понимаете, да? Осознанно жить могут единицы. Это существа очень высокого порядка, которые имеют достаточно высокий уровень и количество наработок определенных качеств. И они знают, как это работает, они умеют с этим работать. Когда-то их называли боги. Славянские, например, боги, там еще чьи-то боги. Это хорошие, ну, если на наш язык современный перевести, это как вот в компьютере человек соображает, да, его называют хороший пользователь компьютера. Вот боги – это хороший пользователь нашего мира. Он знает, где какую кнопку нажать, ну, если утрированно говорить, да, чтобы произошло то-то, то-то. Но интересный парадокс, когда существо доходит до этого уровня, оно перестает нажимать кнопки, понимая и видя, что организм, который наш мир, заведомо совершенен, и какие-то искусственные вводные делать нужно крайне редко, и то исходя из определенных сопроцессов, связанных с задачей и целями, поставленных этому миру во время его возникновения. Миры просто так не возникают. Они всегда строятся для каких-то задач с какими-то целями. Понимаете? То есть это ребенок, мы называем, там, может получиться по залету. Ну, считаем, да, что это случайность. На самом деле и здесь случайности не бывает. Это надо просто знать и понимать, а для этого нужно видеть более широко. А миры целые вообще не строятся просто так, понимаете? То есть это нонсенс. Чтобы это раз и мир построился, ни с того ни с сего с будуна с перепугу, да? Так вот, ваша свобода и достижение ее, она существует на самом деле. Но она существует для вас в данный момент. Будет существовать только как возможность выполнить свое предназначение. То есть выполнить свою траекторию, которая вам дана как единицы, как носителю качеств определенных в этом мире. И ваше присутствие как носителю этого качества в определенное время нужно в определенных точках пространства. Вот когда вы попадаете в какое-то место, в какое-то время для взаимодействия с определенными людьми, из этого взаимодействия получаются определенные события, вот это и есть выполнение вашей траектории. Вот это и есть то, для чего вы рождаетесь, и что вы несете, и для чего вы вообще существуете. На данный момент знать этого вам достаточно. Потому что на самом деле, если говорить о предназначении вашего вообще глубоком, да, чем будет расширяться ваше сознание, тем вы будете больше понимать, и у вас будет меняться мнение. На данный момент, то, что я вам рассказываю, да, я ваше сознание немножко подтяну, да, вы вряд ли когда-то об этом задумываетесь. Но когда вы дойдете до этого, вы поймете, что это тоже фрагментарно, и что увидите, что есть гораздо большие какие-то вещи. Но это будет только после расширения вашего сознания. Этим вы будете уже сами заниматься. У меня, например, это происходило уже раз 7. То есть я доходил до
озарение о том, что для чего вообще существует, да, через какое-то время приходил к тому, что да, то было хорошо, но оказывается, есть еще более широкое понимание этого процесса. И так вот изменения происходили уже много раз. Я думаю, это не конечный вариант. А можете привести немножко хотя бы примеры, чтобы соотнестись, как-то попробовать? Какие примеры? Ну, допустим, когда вы осознаете свое предназначение, то что вам приходит там, в голову, либо как вы... Нет, свои эти я не буду говорить. Ну, хотя бы для примера, какие бывают. Не свой, а просто, может быть, ну какой-то такой... Чтобы соотнестись, попробовать от себя понять, на каком уровне, допустим, осознание происходит сейчас. Ну, поверьте, уровень осознания у всех у нас очень низкий, и какие-то примеры ничем не помогут. Почему очень низкий? Потому что в данный момент нами всеми управляет не только система саморегуляции, о которой я буду рассказывать, а еще в ней управляет ее отображение. То есть это некие структуры, обычные, там, это обычные, это с нашей позиции люди, существа, которые нами управляют целиком полностью. Мы фактически строим в данный момент мир, который нам не принадлежит. Мы изначально живем в агрессивной среде и сами ее построили. Понимаете, да, вот уровень нашего сознания такой в данный момент. Когда тебя заставляют строить для себя гильотину. И ты это делаешь радостно, считаешь, что так и надо, что это нормально, и что с этим нормально можно, не только можно, и нужно жить. Какой должен быть уровень сознания человека? Ну, допустим, когда вы об этом говорите, удовольствия от этого осознания, может быть, и нет. Есть глубинное какое-то ощущение того, что вот то, о чем вы говорите, вот оно в этом мире вот так устроено. И вот оно и беспокоит, и заставляет прийти сюда, да, допустим. И для того, чтобы выйти хотя бы на этот уровень, да, какую роль предназначения я могу себе понять, определить и как это сделать. Давайте остановимся о том, что вам сейчас нужно будет знать о том, что есть ваша личная траектория. Да. Кроме личной траектории есть еще 3, в которой вы участвуете также бессознательно. Это родовая траектория, общественная траектория и мировая траектория. Дай Бог, чтобы кто из вас посещает эти семинары, начал задумываться хотя бы над индивидуальной, вашей личной траекторией. Если кто-то дорастет до видения родовой траектории и в ней участия осознанного, считайте, что вы стали человеком уровня славянского жреца. То есть жрец у славян это жизнь рекущий. То есть, почему я говорю за славян, потому что об этом я больше знаю. Хотя такие люди были во всех национальностях, у них есть представители, их по-разному называют, но они все выполняют одну и ту же функцию. Это системное проявление. Поэтому, как бы они ни назывались где-то, да, они обязательно будут существовать в родах. То есть они в родах отвечают за то, что обучают свой род определенным знаниям взаимодействия в родовой структуре. Понятно, да? Поэтому не будем сосредотачиваться на названиях, да, а будем структурно рассматривать. И вообще учитесь рассматривать все системно, безобразно. Я вас буду учить тому, чего сейчас, наоборот, считают, что это нехорошо. Сейчас все говорят о том, что надо образы, все через образы. Образы – это часть дуальности, мы это будем потом рассматривать немножко позже. Ей противоположность – безобразное, структурное мышление. Оно гораздо выгоднее, потому что при образном мышлении у вас возникают эмоции. Эмоции всегда в любом порядке мешают делать правильные выводы. Ум в эмоциях глючит. Наверное, это доказывать вам не надо, да?
Безобразное мышление позволяет анализировать какие-то процессы, исходя из их схематических взаимоотношений. Не привлекаются образы людей, ум на это не отвлекается, не строит какие-то параллельные цепочки отношений, и поэтому трезвость суждений больше присутствует в таких вещах. Понятно, да? Так вот, мы будем сосредотачиваться больше на вашей личной траектории, на том, чтобы вы понимали, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете, зачем это вам надо, почему вот такие-то люди встречаются у вас на пути, вот такие встречаются, почему вы женились на этом человеке, вы вышли замуж за этого человека, через 2 года развелись, там, через 3 года опять повстречались там, и тому подобное. Это все на самом деле системные проявления, они имеют свою логику, свое основание и нет у этого отношения к стереотипным вещам, таким, как называют там, это судьба, там, или это Божий промысел. Вот, кстати, вот то, что я рассказываю, это и есть техническое описание процесса Божий промысел. По сути, я вас учу такому процессу, как общение с Богом, логическое общение с Богом. Потому что Бог, которого считают именно Богом, который всем управляет, который за всеми присматривает, наказывает, поощряет там и тому подобное, да? Это фрагментарное видение процессов работы единой системы регуляции, регулирования наших процессов. Это единый алгоритм построения мира. Именно он за это отвечает. Ни одно живое существо, каким бы оно сверхъестественным ни было, оно не будет заниматься такой хренью, которую приписывают нашему Богу. Я имею в виду, что, представьте, живет существо, да, и ему надо бегать за каждым с памперсами, да, или там кого-то ублажать, или кого-то это. Когда существо достигает какого-то высокого уровня развития, поверьте мне, в данный момент, потом я это обосную, оно занимается лишь только своим развитием и взаимными сопроцессами с такими же, как он, по уровню сознания. А нами занимается, и им то же самое занимается, вот эта система саморегуляции. Она очень небольшая и прописана везде. Она прописана в любой частице, микрочастице, в любых масштабах. Одна и та же программа действует. Все, с чем вы можете соприкоснуться, знаете, как вот, например, там есть там какой-то процесс. Начинается на заводе с того, что лист закладывают в какую-то машину, на выходе выходит кастрюля. Да? То есть есть алгоритм, который она проходит для того, чтобы кастрюля получилась. Это утрированный пример, но тем не менее это так вот и есть. То есть алгоритм это та же самая система. То есть вы, входя в событие, начинаете его, это событие, да? И в конце события вы выходите уже в измененном состоянии, способным по-другому мыслить, переводитесь на следующий вибрационный уровень, и так все это работает. И вы от этого никуда не денетесь. Как бы вы ни пытались что-то в себе там придумывать, какие-то новые там, курсы проходить о том, что если вы там поедете на могилку своих родственников, там, встречался, там, соберете землю, рассыпите ее там на берегу реки, там с вас уйдут все проклятия. Понимаете, да? Любое действие такого склада, оно имеет на самом деле определенные результаты, если это сделано по сознанием дела. Но дело в том, что те, кто это делают, они не учитывают одну вещь. Система регуляции, она основана на спектральном проведении любого события. А что такое спектральное проведение? Это когда вы с чего начинаете, противоположным заканчиваете. Если вы, например, сделали какой-то ритуал и вам поперли деньги, да, то это начало события. В конце события у вас уйдет денег больше, чем пришло. Но обычный человек это не завяжет, эти два события, что это на самом деле одно. Вот в этом большая проблема.
Если вы кем-то очаровались вначале, вы обязательно разочаруетесь в конце. Притом интенсивность разочарования будет такая же, как и очарование. Это системные закономерности. Можете примеры вспомнить из жизни? Все вспомнили? Вы вспоминайте. В процессе анализируйте ситуацию. А то девушки многие не могут понять, что одни козы на дороге попадаются. И притом одинаковые. А всего лишь навсего надо с козлом дожить до конца события и понять, почему он к тебе подошел. Какие качества в себе надо изменить, чтобы больше такой козел не попадался. А если человек вначале сразу ставит... Увидел яркую картинку, да? Первое, что мне рекомендовал источник, мой источник, да, который давал мне эти знания, он говорил, если тебе событие пришло, никогда его не бросай, доведи его до конца. Это самый лучший и самый легкий вариант. Если ты его бросишь, это событие вернется, то же самое событие, структура, но образно будет другое. Но оно вернется с усугублением. Поэтому лучше сразу решать проблему по мере ее поступления. Не затягивать, не откладывать, не привлекать там кого-то, который бы за тебя это сделал. Результат будет тот же. То есть ты должен... Задача алгоритма именно в том, чтобы вы, непосредственно вы, научились решать проблему. Вы должны наработать определенное качество. Ну и у нас, как говорится, все начинается с двух начал. Это то, зачем Ахмед пришел. У нас два начала. Это базовая система. Почему она базовая? Потому что в алгоритм входит 4 постулата. Это дуальность. То, что вы и будете воспринимать как женское и мужское начало. Второй постулат – это спектр. Третий постулат – это мера. И четвертый постулат – это фрактал. То есть все начинается с дуальности, заканчивается фракталом, и после фрактала все идет заново. Взаимосвязь между 4 постулатами мы рассмотрим дальше. Сейчас мы рассматриваем первый постулат, это дуальность. Дуальность – это когда две противоположности по набору качеств притягиваются друг к другу. Если речь идет о двух человеках, то притягиваются люди, у которых противоположности внутри относительно друг друга составляют 70% и 30% того, что одинаково. Запишите где-то так все там такую пометочку, что единый алгоритм построения мира не поддерживает идеального состояния, и поэтому 100% вы нигде никогда в природе не встретите. Обязательно будет присутствовать изъян. Изъян – это системный элемент, от него тоже никуда вы не денетесь.
какие вы бы планы не строили, как бы вы себе там что-то не фантазировали, всегда какая-то хрень вылезет, все испортит или еще что-нибудь в этом плане. Ложка дегтя в бочке меда, да, то есть такая. Если вы это будете осознанно, нормально воспринимать, у вас не будет здоровье садится на почве нервных тиков по поводу таких вот вещей. Когда вы собираетесь, вы обязательно что-то забудете. Когда вы стремитесь максимально вовремя прийти куда-то в какое-то место, вы это можете сделать 10 раз, на 11 вы опоздаете, хотите вы этого или нет. То есть вам никогда не дадут прослыть человеком, который никогда не опаздывал. Никогда не говори никогда. Так вот, 30% это то же самое. То есть, я называю это завлекушечка такая. То есть, когда люди встречаются, да, им же надо, чтобы как-то они соединились. Да? Вот они на этих 30% и проходят конфетно-букетный период, да. Когда они так друг друга понимают, и так хорошо вместе, все понятно. У них одинаковое видение того, всего, значит, все хорошо. Это касается не только взаимоотношений, именно чисто вот между женщиной и мужчиной. Это касается и бизнеса, это касается и друзей, это касается и общества. Когда вас сводят, в основном, бывают другие варианты, потом, может быть, затронем, но в основном 80% нас сводят через зону резонирования. То есть там, где удобство, там, где бесконфликтность. А потом происходит следующий этап, да, когда людей завязали, да, пошли там штампик поставили уже, там, в ЗАГСе, там, или какие-то бумаги подписали бизнесмены, да, или там друзья друг другу там в кровной дружбе там, значит, поклялись, значит, начинается процесс проживания, совместного проживания. И это совместное проживание, оно заключается в перетекании качества одного человека к другому. То есть, если вы, например, женское начало, то вам необходимо наработать качество мужского начала. А если вы мужское начало, вам нужно наработать качество женского начала. И поэтому все события, которые у вас будут происходить в жизни, большинство событий, заметьте, они связаны именно с этим процессом, системным процессом. Не с судьбой, не с кармой, это отдельная тема. А именно с этим. И многие думают, господи, что ж мне попадаются? Вроде все было так хорошо и на тебе. Как говорят женщины после того, когда вышли замуж. А он был такой, он притворялся. Он не притворялся. Он отработал 30%, и начинается жизнь, любовь. Это работа. Любовь – это работа. И вот когда начинается работа, вот здесь многие пугаются. И вот здесь многие спрыгивают с ситуации. И вот тогда она идет по усугублению. То есть приходит другой человек и говорят, надо же, похож на предыдущего, почти один в один, там с небольшими какими-то изменениями, но так очень похож. С чего бы это? Лицо другое, а проявление все это. Также носки аккуратно разбрасывают по квартире. Также пиво перед телевизором пьет. Это мужское начало любит себя так вести. Да? А женское начало мучается. Что вроде пока ухаживал, был человек как человек. Да? Или в бизнесе. То вроде пока все начиналось, там, и все были честные, там, и все, и там чуть ли не божились, там, и все, делите друг другом, и никого не кидать, и это. А потом начинается процесс, начинает один где-то крестьяничать, а второй, наоборот, начинает дома не жить, а жить на работе, этим нарушая меру, этим занимается женское начало. Понимаете, да? То есть, и начинается процесс регулирования. То есть, когда таким людям поставляются события, где они хотят или нет, но будут нарабатывать противоположные качества. Поверьте мне, система вас не оставит в покое.
Есть небольшие промежутки такие, оазисы покоя, люди думают, что все кончилось. На самом деле эти промежутки покоя существуют между событиями, когда нужно наоборот пахать. В это время нужно пахать. Почему нужно пахать? Потому что вот это затишье перед бурей, да, это то время, которое вам система дает для того, чтобы вы провели внутренние изменения без ее участия. В это время нужно хорошо думать головой, анализировать процессы, которые были до этого, когда вас размазывало по жизни, да. И вот в это время можно сделать так, чтобы следующая волна, которая пойдет, да, вот волны идут, вот эта волна, это то, что мы видим. Потом она уходит вниз. Этого мы не видим. Вот это когда вниз ушло, то, чего у нас оно не происходит в пространстве, да, оно происходит внутри вашего мира, во внутреннем мире. Вот здесь мы и видим этот кусок отрезок, да, который нам кажется все хорошо. На самом деле, вот это вот когда-то выходит, и все начинается сначала, но уже с усугублением, если вы в это время ничего не делаете. Какой делаем вывод? Понятие проблему как-то можно решить вообще, ее не существует. Проблемы будут всегда. Вы можете лишь только за счет определенных наработок и знаний регулировать их интенсивность. Можете себе записать. Интенсивность вы регулировать можете. От проблем избавиться вы никогда не сможете, потому что системный элемент, именно благодаря проблемам, нас заставляет нарабатывать определенные качества. А интенсивность вы можете снизить. Как? Это уже дальше. Так вот, что такое начало? Начало в самом его истоке разделяются как пассивное и активное. С этого все начинается. Так строятся миры. Такие же отображения происходят у нас в организме. Мир фрактален. Это 4-й принцип алгоритма фрактальности. Фрактал – это повторение минимум-максимум. Знаете, да, такое? Если эзотерикой сталкивались, что вверху, то и внизу есть такая теория, или я не знаю, как ее называть. Так вот, в организме это проявляется, например, как активный сперматозоид внедряется в пассивную яйцеклетку. И тогда получается целостная система в виде нового организма. Так вот, ваши взаимоотношения, например, как двух начал в семье, или на работе, именно взаимодействие для системы является сигналом, что система создала целостную структуру. То есть пока вы вместе, пока вы друг другу морду бьете, или там любите друг друга, это уже от вас зависит. Для системы вы гармоничная структура. И как единая структура, она уже использует по своему усмотрению в других событиях, более крупных. А как вы там внутри выживаете, это ваши личные проблемы. Понимаете подвох в чем? Пока не очень. Не очень. Вы можете жить в семье, вот между друг, да, друг другу там каждый день лица рихтовать. Да. Вы будете гармоничны, потому что вы вместе и вы спектр проявляете. Спектр — это две противоположности по качествам, которые в одном месте в одно время проявляются. Вы можете жить очень дружно, но для этого нужно работать. Для этого нужно научиться принимать качества друг друга, более того, нарабатывать их, чтобы понимать, изнутри понимать, а не умом, почему человек так и так действует. И тогда у вас будет на самом деле определенная идиллия. Понимаете? То есть, и в этом случае вы одинаково будете восприниматься, что в первом случае, что во втором, вы одинаково воспринимаете систему. Вы гармоничны, у вас полный спектр. Понятно, да? Пока вы с этим человеком взаимодействуете,
Вы системный элемент, целостный. Вот это вы должны понять. В бизнесе, с другом, в семье. Но внутри самого вот этого вот мирка вашего от вас только зависит. Будете вы там друг другу, говорю, лица рихтовать, да, или вы будете очень дружно жить. И система вам даст расползтись только в том случае, если она это посчитает нужным. Даже ваш уход из события на самом деле это лишь переход к следующему этапу, более интенсивному, да, где вы с этим человеком не смогли качественно работать, а система смотрит, не доходит. Не доходит человеку, что надо вот по-другому как-то жизнь выстраивать. Этого уводят, притом этот является инициатором, и подводят другого, который с большей интенсивностью начинает человека грузить. Проблемами, там еще чем-то, понимаете, да? Ничего случайного вообще не происходит. Понятия случайности в природе не существует. Вот эти все теории хаоса, это на самом деле... Хаос существует тогда, когда у человека, который его описывает как хаос, всего лишь навсего фрагментарное восприятие мира в кольце, в котором он это как бы видит. Хаоса не бывает. Это то же самое, когда мужчины говорят, что женщина это хаос в голове, да? Это неспособность мужчины увидеть логику женщины. И все. Потому что логика есть всегда, у всех. Логика это системный элемент, мы без нее не живем. Просто женские начала, а среди женщин больше женских начал. То же самое по системному проявлению. У них логика более изощренная относительно мужского начала, поэтому мужское начало женскую логику зачастую просто не воспринимает. Потому что она складывается из таких составляющих, которые для мужского начала вообще это дастиш-фантастиш. То есть женщина может там, или женское начало, в логику всунуть параллельно. Там, во-первых, женское начало выстраивает логику, параллельно сразу ведет несколько линий. 2-3 цепочки одновременно, да, где-то они пересекаются, где-то расходятся. Мужское начало четко, как то одна цепочка, не, как это говорят, шаг влево, шаг вправо, попытка к бесу, да, прыжок провокации, такой, то же самое. То есть не мудрствует особенно. Поэтому мужское начало на самом деле понятно и в этом плане для общества более симпатично. С ним более комфортно взаимодействовать, там, даже в том же бизнесе, там, еще где-то, потому что его логика понятна. У женского начала иногда вообще непонятно, но когда событие проходит, чаще всего именно женское начало со своей непонятной логикой сперва, да, добивается определенных результатов в более лучшем аспекте, чем мужское. Потому что оно заведомо обыгрывает сразу несколько вариантов, несколько ситуаций и тому подобное. Понимаете, да? Так вот, начало начинается у нас с пассивного, активного. И дальше они у нас начинают обрастать определенными образными проекциями, да, которые можно уже рассматривать не как структурное, а уже как то, что в жизни происходит. Мужское начало является сосудом. Мужское начало копит. Копит информацию, копит пространство, копит все. Копит, складирует, как своеобразный определенный плюшкин. Как только сосуд наполняется информацией доверху, которая дальше уже не умещается, мужское начало считает, что оно познало мир. Притом честно считает. И связано это не с качеством информации, а связано, даже не с количеством, а связано с объемом сосуда. То есть там, знаете, как определенный поплавок, что как в потолок уперся, все, сигнал, я знаю, как устроен мир. Вот что-то по этому принципу. Можете это в жизни пронаблюдать, если вы знаете людей, которые утверждают, что не знают, как устроен мир, честно утверждают, да?
Значит, это люди, мужские начала. Я являюсь носителем очень глубоких знаний, очень древних знаний. И я не могу этого сказать. Постоянно что-то новое раскрывается. Постоянно что-то новое распаковывается. Мужское начало у нас заведомо живет фрагментами. Оно видит фрагментами, оно мыслит фрагментами. А фрагмент сам по себе – это определенная степень ограничения. Это удобно для мужского начала, потому что для него более все понятно. С одной стороны, оно в этом фрагменте видит самые мельчайшие детали. С другой стороны, иногда рядом находятся два фрагмента, которые относятся к одному событию, мужское начало не способно их увидеть относительно того, что они относятся к одному событию. И из-за этого попадают в самые нелепые ситуации. То есть научить мужское начало целостному восприятию крайне тяжело. Для него это все равно, что для женского отказаться от жертвования собой для мира. Женское начало, наоборот, пытается увидеть целостную картину, понять суть происходящего, истоки происходящего, то есть откуда вышло, почему так разворачивается, кто в этом виноват, да, и что с этим делать. Поэтому она не обращает внимания на мелочевку. То есть с точки зрения женского начала есть понятие мелочи, на которые не надо обращать внимание. И в этом большое заблуждение женского начала. Поэтому, когда вы начинаете какое-то действие, бизнес, например, если вы не являетесь внутри целостным человеком, который внутри себя несет качество одного другого начала, наработанное уже, да, целиковое, то вы по-любому привлечете партнера как противоположность. Понимаете, да? У вас просто выбора нет. Он сам притянется. Как магнит, плюс к минусу. Но вы должны при этом понимать, что все, что он будет говорить, обязательно имеет под собой основание. Ни в коем случае нельзя игнорировать на 100% убеждения своего напарника. Потому что он изначально будет видеть вещи, которые вы не видите. Как и вы будете вещи видеть, которые он не видит. Люди нормальные выслушивают до конца полностью все, но не принимают это, опять же, что он говорит, за 100%. Потому что он все равно будет видеть определенный фрагмент. Но то, что он видит, надо обязательно взять и проанализировать, и какая-то часть обязательно встроится и принесет вам какую-то выгоду. Нельзя отвергать. А это очень часто происходит. Ну, например, в том же бизнесе, да, я был свидетелем некоторых разборок среди соучредителей, не очень крутых, но все равно. Система-то одна и та же. И вот один переубеждает другого в том, что он прав. И кто-то из них переубеждает кого-то. И какая у них ошибка? Они берут, и вот этот того переубедил, да, и тот отказывается от своего, и поскольку тот переубедил, полностью берет его матрицу за основание к действию в каком-то событии. Понимаете, да? Или нарисовать? Понятно, да? Лучше нарисовать, чтобы более понятно. Встречаются два мнения об одном и том же событии. Мнение мужского начала, мнение женского начала. Каждый отстаивает свою точку зрения. Это то, что мы имеем в большинстве случаев. И, к примеру, например, мужское начало отстояло свою позицию. То есть оно обосновало каким-то путем женскому началу, что его схема правильная.
женское начало отказывается от своего и переходит полностью на матрицу, которую ему обосновали, что это более правильный вариант. Вот это заведомо проигрышный вариант. Почему? Потому что будут искать дуальность. Или что? Потому что здесь нет спектра. Если взять как должно быть, то вот эти вот штуки должны были пойти друг навстречу другу и появиться в конце вот такая система. То есть вот это квадратик мужского начала, а вот это квадратик женского начала. Вот эта часть, которая как наезжание друг на друга, да, вот она и есть то, на что нужно будет вести опору. Не на вот это и не на вот это, а вот здесь должна быть опора в этом событии. Но к этому нужно прийти. Обосновать свою точку зрения, задавив мнение другого, на самом деле гораздо проще, чем создать вот такой вот вариант. Потому что здесь работа по интенсивности гораздо сложнее и тяжелее, чем просто кого-то задавить. То же самое в семье. Когда жена не понимает, почему муж себя так ведет, да, почему он считает, что друзья это святое, что надо обязательно там вот ходить там раз в неделю пить с ней пиво там и тому подобное, да, а она считает, что он должен сидеть дома, да, то есть это, вот им нужно то же самое прийти вот к такому квадратику. Она должна понять, что качество, которое проявляет в это время его муж, это качество мужского начала, которое называется резонирование, поддержание связей. За счет связей живет мужское начало. Именно за счет связей, потому что только при связях можно получить какую-то выгоду. А женское начало живет индивидуальностью. Она спокойно может в одиночестве просидеть длительный период времени, погрузиться в свой виртуальный мир и там жить отдельной своей сексуальной жизнью. А для мужского начала он понимает, что в виртуальном мире денег никак не заработать. Для этого нужно выходить в мир. А в мир выходить можно только через связи. То есть только связи могут тебе что-то дать. Жене нужно это понять и принять, и понимать, что семья-то кушать тоже просит, и что деньги, которые поступают, зарабатываются мужем, они имеют свои какие-то источники, да, на которые он опирается, когда деньги зарабатывает. И что это связи, например. Понимаете, да? То есть, и вот то же самое у жены. То есть вот эти вещи, то есть, ну это если по отношению жена женская, муж мужской, бывает наоборот. Мужское начало бдит свою состоятельность. Именно состоятельность не в плане, сколько я заработал, а где состоялся как бизнесмен, как отец, как любовник, как, в общем, перечень, там определенный список мужского начала есть обязательно, где он свою состоятельность блюдет и ее демонстрирует. Мужское начало всегда демонстрирует свою состоятельность. Везде, как только появляется какой-то повод, возможность, обязательно идет демонстрация своей состоятельности. Мы это можем видеть как определенная самореклама, да, там, и я там был, и я там то-то делал, и там вот у меня какие-то связи, и вот с кем-то мы... Саша, можно?
И с тем-то мы водку пили, и с тем-то мы в баню ходили, и называются определенные имена, то есть каких-то там шишек, шишечек и тому подобное. Вот этим занимается мужское начало. Женское начало, у него другая проблема. Это проблема на самом деле, потому что через это залипание можно очень легко манипулировать таким человеком. А у женского начала другое залипание. Это жертвенность. Не дай хлеба поесть, дай пожертвовать собой ради кого-то. То есть, если мужское начало берет все от мира, то женское начало стремится, наоборот, миру что-то дать. Если вы встретились с женским началом и каким-то образом специально или не специально показали, что оно не нужно миру, для женского начала это фактически, это если вы логически обоснуете, что оно неправо было, оно было неправо по отношению к той ситуации, относительно которой оно будет восстанавливать справедливость. И если вы это не сделаете, вы столкнетесь с тем, что пишут иностранцы о наших солдатах. Что если вы увидели раненого русского, не спешите к нему подходить. У него в руке зажатая лимонка без кольца. То есть женское начало не боится умирать. Потому что у нас где-то на уровне подсознания записано, что смерть это всего лишь переход. А у мужского начала этого нет. Мужское начало очень боится смерти. Для него мир конечен. Для женского бесконечен, для мужского конечен. Поскольку мы живем на территории России, а именно это является в планетарном масштабе показателем начала, мы по отношению к цивилизации являемся всем женскими началами. Именно те, кто живет на территории и говорит на русском языке. Язык имеет отношение к началу. Именно русский язык имеет отношение к началу. Развитие гораздо больше, интенсивнее происходит развитие ума, ну и еще разных систем. Именно те, кто пользуется русским языком. Это связано не с тем, что я там поклонник русского языка, а с тем, что я знаю, что такое язык изначально и для чего он когда-то создавался. И чем мы пользуемся сейчас. На самом деле ошметками про языка, который когда-то использовался при формировании вибрационных оболочек новых миров. Понятно, да? Все остальные языки вышли уже из этого. Они искусственные, они фрагментарные, они не несут на себе нагрузку определенную, за счет которой шло воздействие на то, что называется среда, в которой миры творятся. Понятно, да? То есть миры творят на самом деле не какие-то боги, творцы и тому подобное, а есть цивилизации, которые отвечают за сотворение новых миров. Творец лишь только занимается тем, что он дает свою генетическую матрицу, на основании которой этот мир и реализуется. И все. Поэтому Творец это как папа. Семя бросил и живет своей жизнью. Когда-то мой источник сказал, что Творец даже не знает о вашем существовании. Я был в шоке. Это было давно, я не мог понять, как же, нас же учили, что Творец, он же тут всех по головке гладит. А тут оказывается, он даже не знает, что я существую. Великий зашибись, да? И лишь потом, когда я понял, как все это работает, понятно стало, что да, на самом деле, Творец имеет симпатическую связь с нашим миром, но он не участвует вот в таком процессе, как вот мы привыкли, да? То есть ваш папа не участвует в процессе, связанном с тем, как у вас клетки делятся. Он занимается процессом воспитания сознания ребенка, но даже не его тело. Именно сознание, это совсем другая история. А мы клетки, ну если фрактальное отображение от организма, да,
И тот, кто породил этот организм, он клетками не занимается. Понятно, да? Вот это вот вам тоже надо для себя понять. Извините, можно вопрос? Можно, да? конечно. По поводу языка, вот просто так немножко как-то мимо полетело, что русский, вы сказали, что тот, кто родился с русским языком, или... Не родился, начинает говорить на русском языке. Это женское... Это женское начало. это к женскому началу относится. А все славянские языки или только русский? Корни, да, русские. Сюда относятся украинский, польский. Они имеют отношение к этому проязыку. Славянские языки. То есть все они имеют некое, ну, связь Да. с женским началом? Да, все они имеют отношение к женскому началу. Именно в планетарном масштабе. Планетарном. Все соотносительно. Потому что если, например, вы встречаетесь где-то с кем-то на улице, вот, ну, два человека стоят рядом, да, они по отношению к миру, например, могут быть два женских начала. Но как только они начинают взаимодействие, их система делит автоматически на две противоположности по отношению к тем действиям, которые они будут производить. То есть в каком событии они будут участвовать. Понимаете? Поэтому вы можете знать, что вот тот человек, он женское начало, но если вы с ним начнете, например, общий бизнес или там семью какую-то обзаведетесь, да, вы внутри этой семьи или бизнеса разделитесь на две противоположности. Хотите вы или нет. Вы будете поляризованы, искусственно поляризованы. Никогда рядом два начала не будут взаимодействовать. То есть мы по отношению к разным людям можем проявлять, соответственно, разные В разных качества. событиях разные То есть с качества. одним человеком я могу быть женским началом, Да. а тогда по отношению к чему я могу... К миру ты стабильно. Какое-то одно. Да, одно. Именно к миру. У тебя стабильно, это связано тоже с определенными процессами. Поэтому здесь вам нужно будет выяснить для себя, какое вы начало по отношению к миру. Потому что на это вы будете делать именно опору. Вы будете понимать для себя, что если я к миру такое-то начало, то значит вот такие события у меня будут в жизни просто для наработки противоположного качества. А то, что сейчас прозвучало по поводу по отношению к Вселенной, все женское начало, или ты неправильно Не к понял? Вселенной. Вселенной я не говорил. Прошу прощения. Значит, с этим понятно, да? Что есть стабильное отношение вас как начало по отношению к миру, вы стабильны. По отношению к ситуации вы можете меняться и женским быть, и мужским быть. А как понять, что вот по отношению к миру я, чтобы не заглючить, может быть, это внутри вот взаимодействия, как вот понять, что вот именно мне критерии там мужского или женского подходят именно... Это внутренние отношения, именно внутренние отношения именно к миру. Не к какому-то человеку, не к какому-то народу, а именно к миру. У нас у каждого есть отношение к миру свое. Внутренние отношения, не умом, внутренние. То есть вы больше настроены по отношению к миру, вот к этому большому миру, давать или брать. Вы считаете, что мир вам должен, или вы считаете, что вы должны миру, не какому-то человеку. Понимаете, вот это вот нужно вам как-то для себя соотнести. И посмотреть, как вы действовали реально, именно по отношению к миру. Происходит там что-то там такое, там, какая у вас реакция на это? Или как у женского начала, или как мужского начала. Мужское начало более эмоционально, например. Женское менее эмоционально. Мужское начало, например, когда человек попадает в первый бой, реальный бой, да, вот, ну, для женщин может не актуально, но для мужчин это. То есть мужское начало впадает в ступор. Женское начало, наоборот, приобретает ясность более глубокую, чем было до этого. Это специфика работы уже ума, который находится и наработано качество определенное, именно как начало. Поэтому мужское начало – это военный. Военный. Сказали направо, значит направо. Сказали налево, значит налево. И воин. Воин – это другое. Это когда человеку дали задание, как у него выполнить, без разницы. Но он его выполнит. Но по своей схеме. Вот этим занимаются женские начала. Поэтому в армии есть две категории офицеров, которые выполняют приказ, именно как
конечный результат получения, да, и который выполняет приказ, как сказано, но именно как его выполнять. Даже зная, что погибнут много солдат, погибнут это, они тупо выполняют именно то, что им сказали. И есть, которые сказали, да, я выполню задачу, но выполню именно так, как я ее вижу, потому что я нахожусь на поле боя, а генерал, который дал приказ, находится хрен знает где. И не, понимаете, да? То есть подход совершенно другой. Это везде проявляется. Не только в армии. То же самое в бизнесе, то же самое во взаимоотношениях. То есть схема работает одинаково. Поскольку женское начало любит свободу, ну, они считают, что есть свобода, честно считают, что есть свобода, и не любит манипуляций. Если женское начало заподозрило, и еще, не дай бог, убедило, что им манипулируют, все. Запишите. Женское начало рвет связи на раз, два, три. Совершенно не смотрит, что оно потеряет в плане каких-то выгод. Если его предали, или начали им манипулировать. Ну, это два основных таких качества, такие яркие для женского начала. Оно на них реагирует как на красную тряпку. Мужское начало связи рвет крайне редко. Крайне редко. Вы можете, как говорится, с мужским началом до такой степени разругаться, что, как говорится, думаете, ну все, больше мы с ним никогда не встретимся. Через 3 дня придет, как будто ничего не было вообще. Но только в том случае, если вы ему выгодны. И будет с вами говорить, как будто ничего не случилось. Встречались с таким? Вот это мужское начало. Женское начало, если, я всегда предупреждаю, очень аккуратно ведите себя с женскими началами. Для него связи разорвать, как вот 2 пальца об асфальт. Вообще ничего не стоит. Поэтому как только оно заподозрит что-то, что ему не нравится во взаимоотношениях, что его где-то там как-то там поимели, как-то предали где-то, предали. Предательство для женского начала это практически вообще. А для мужского начала оно предательство переносит более спокойно. То есть оно где-то внутри понимает, что раз его предали, значит тому это было выгодно. Оно такое же. То есть оно способно предавать. Поэтому мы и войны все выигрываем. Не из-за того, что мы там какие-то сверхсильные. Просто качества, которыми мы владеем, они более, на самом деле, преобладают над качествами мужского начала. Мужское начало хорошо, когда комфорт, когда какая-то стабильность, когда вот все спокойненько, налажено, все двигается, все это. Женское начало в таком начинает тяготиться, ему хочется изменений, ему хочется чего-то, вот его начинает рвать, метать, оно куда-то пытается поехать, что-то изменить, что-то. А для мужского начала, наоборот, это классненько. Вон, посмотрите на китайцев. Я иногда смотрю, вот рассказываю, как они работают, да? По 20 лет одно и то же действие делают. Болтики вкручивают где-то. Да я бы с ума сошел. Я помню, в армии наряд попал втроем, в ванну картошку чистили. Я думал, к концу с ума сойду. Не из-за того физического, служил, да? Нет. Кто служил, тем не поймут. А рядом сидели мужские, сейчас я понимаю, я тогда еще не знал этого, мужские начала, да. Картошку чистить там. Грузится сознание у женского начала. То есть ему нужно изменение, ему нужно, чтобы что-то происходило, какая-то движуха. Стабильность убивает женское начало. А мужское начало, наоборот, оно в стабильности разрастается, расцветает. Не, просто со стереотипными представлениями о мужском и женском, вот от него все равно тяжело отделаться, даже когда вот сейчас слушаешь лекцию, все равно какие-то вещи... К женщинам? Ну да, вот казалось всегда, что наоборот, как бы стабильность... Нет, это просто более... качество. Это просто качество. Оно к половой принадлежности не привязано.
Совершенно. Просто я когда начинал все это разворачивать, я пошел с точки зрения психологии, и оттуда вот эти вот взял женское мужское начало, сейчас как бы переходить там на иньское, яньское, как бы, ну, можете для себя также это там перевести, если вам удобно, да. Инь это женское начало, ян это мужское начало, да, и можете под этим и людей туда распределять. То есть суть от этого не поменяется. Даже если вы вообще их никак не обозначите для себя, просто две категории, да, категория людей с этим набором и с этим набором. И еще для себя пометьте, что человека, носящего одни качества, в природе не существует. То есть, каким бы вы ни были по отношению к миру, например, вы выяснили, что вы женское начало, у вас приблизительно в соотношении, если вы гармоничный человек внутри себя, у вас соотношение будет по золотому сечению. У вас будет 62% качеств женского начала и 38% мужского. И наоборот. То есть, если вы выяснили, что вы мужское начало, у вас будет 62% мужского и 38% женского. Если у вас нет серьезных залипаний в качестве своего начала. Но если есть залипание, например, у вас 80% мужского начала, например, да, то вы, как говорится, попали очень серьезно на серьезные события, где вам будут прививать качество женского начала. Понимаете, да? То есть, вот у меня до этого момента было представление, что нужно стремиться 50 на 50. Да? А то есть, то, как оно существует по системе, это по золотому сечению. Да. Золотое сечение – это и есть мера. То есть, правильно ли понимать, что если, допустим, я рожден мужчиной, да, то мое гармоничное соотношение это будет, сколько вы сказали, 62, ну, по золотому, большая часть мужского. Нет. Физически ты можешь родиться мужчиной, но может быть по качествам, количеству качеств у тебя будет женское начало. Вот у меня я женское начало по отношению к миру. Но рожден я как мужчина. Но это не имеет отношения к сексуальной ориентации. У нас все зациклено на сексуальной ориентации. Это набор качеств, которые я вам рассказал. Они могут быть и у женщины, и у мужчин. Ну, если не привязываться к мужчине и женщине как к физиологии, да. то вот это правильное соотношение гармоничное, это вот по золотому сечению, да? Да. А 50 на 50 можете записать. 50 на 50 это полная остановка процессов. Если вы этого где-то добьетесь, считайте, что вы совершили над этим процессом, как у японцев это, когда живут с парой харакири, да. Это самая глубокая стабильность. Как только это появляется в природе, на нее очень быстро реагирует система саморегуляции. Она сразу вас будет оттуда выводить. Потому что для нее это состояние полной остановки. Полная остановка достигается 50 на 50, и полная остановка достигается при 100%. Поэтому и одно, и другое для нее не является крайностями, не поддерживается. Поэтому вот это 50 на 50, если вы договорились со своим партнером делить прибыль 50 на 50, считайте, что все будет хорошо в бизнесе. Он у вас просто не состоится. Но если вы рассмотрите именно процесс денежных перетеканий в бизнесе, вот сейчас я буду рассказывать дальше про стихии, вы увидите, что в самом бизнесе, если распределять именно правильно финансовые потоки, вы увидите, что идет постоянное движение от одного к другому. То есть один больше работу делает, потом идет другой больше работу делает. Один больше, понятно, да? То есть вот такое движение, где 50 на 50, его в природе вообще не существует. Всегда идет вот эта вот движуха. И если об этом знать, то просто идет, то есть можно двумя вариантами пойти. Или сразу договориться о том, что по факту деньги распределять, да? Вот месяц отработали, да, собрались и говорю, сегодня я больше работал, ты меньше работал, мне больше должно это, да? И оба, то есть договариваться именно об этом. Или же увидеть цикличность, есть обязательно цикличность.
То есть, например, что через определенный период, там, например, там 6 месяцев, проходит, например, вот столько вот таких вот колыханий, да, туда-сюда. И здесь вы можете уже зарплату на самом деле, ну, как вот распределить напополам, но при этом именно, ну, как вот обычно делят, типа 50 на 50. Но при этом договориться о том, что если цикличность будет не соблюдаться, то будут носиться корректировки. Понятно, да? Но вот этого вот сразу договариваться, как только вы сразу договорились, без проведения исследования, для системы это сигнал о том, что люди пошли 50 на 50. Она вас будет сразу ставить на место. Вы получите проблемы на голом месте только из-за этого решения. Ничего не вспоминается? Вспоминается. Вспоминается. Просто теперь вы будете знать, из-за чего это происходит. Понятно, да? Сколько там времени? Без 23. Можно перерывчик сделать, вот до 3, или до 5-3. Ну, сейчас я закончу сначала. Значит, мужское начало у нас социальное. Очень любит социум и в нем живет. То есть отшельника мужское начало найти крайне тяжело. Они бывают, но это уже связано с определенным продвижением сознания, но это бывает крайне редко. Вы можете в монахах встретить, в каких-то затворниках, но это уже другая история. А именно как обычный человек, мужское начало, социальный зверек. Женское начало – это индивидуальный зверек. То есть оно любит проявление индивидуальности. Если мужское начало больше склонно к взаимодействию с большим количеством людей и именно их использование для своих выгод, то женское начало, у женского начала обычно мало друзей, мало знакомых, но оно очень их ценит, и поэтому, если возникает предательство какое-то, на это бурно очень реагирует. У мужского начала масса друзей и знакомых, всех он называет друзьями. То есть от женского начала получить, например, звание друга крайне тяжело. А от мужского начала все друзья. Понимаете, да? То есть отношение к слову разное, противоположное. Потому что у женского начала, если он назвал тебя другом, это определенный статусность доверия, то есть это уже определенные отношения, и вы можете рассчитывать даже на определенную поддержку. То есть там будет совсем другое отношение. У мужского начала все друзья. Да, оно вас матерью родной назовет, лишь бы если поймет, что это выгодно. Помните фильм про Тараса Бульбу, вот последний, который был? Не смотрели? С Богданом Стук? Да. Вот помнишь, когда этот Бульба пришел к старому жиду и говорит: ты видел моего сына? Он говорит: да, он там живет, там это, я его убью. А тот спрашивает: зачем? Ему же там лучше. То есть вот это мужское начало, понимаете? То есть зачем? Ему же там лучше. То, что он предал свой род, это пустяк. Но ему же там лучше, понимаете? Вот это вот очень яркий показатель. Смотрите фильм. Фильмы строятся по алгоритму. Ничего в этом мире по-другому сделать невозможно. Вы там все это найдете, вы там все это увидите. И можете потом даже по тому, какой человек, вот увидели вначале, вы можете посмотреть, как события будут развиваться, к чему его будут вести. То же самое. То есть, что в жизни, что в фильмах ничего не меняется. Мы как раз говорили про Рэмбо, почему-то вспомнил. Женское начало. А кого он всех мочил?
Да, восстанавливается. Рыба один. Как ему дали приказ, и он стал его делать по-своему и восстанавливать справедливость. Ну, прям чисто женское начало. Значит, мужское начало живет выгодой, а женское начало живет интересом. В чем это выражается? Да хотя бы в таком процессе, вот, такой яркий процесс, когда женское начало идет на работу устраивается, оно первым выясняет, будет ли ему там интересно, и потом сколько будет платить. Мужское наоборот, сперва выясняет, сколько будет платить, а потом будет ли ему интересно. То есть приоритетность расставляется именно в таком аспекте. Женское начало живет внутренним миром, мужское начало материальным миром. Внутренний мир и виртуальный мир – это разные вещи, не путайте. То, где вы что-то представляете и планируете, это виртуальный мир. Внутренний мир – это совсем другая зона. Это так называемая духовная зона, то, что называют духовным. Но если техническим языком, это то место, где у вас существует взаимосвязь с вашим высшим Я. Или еще называют в христианстве ангел-хранитель. Высшее Я – это житель антимира. Именно оттуда приходит схема или источник, то, что я вначале рассказывал, откуда женское начало получает информацию, новую информацию и приносит в этот мир. Вот оттуда оно и приходит. Именно ваше высшее Я для вас формирует личную траекторию, чтобы вам было понятно. Это ваша противоположность. Высшее Я знает все об устройстве мира, но не знает вещей, которые знаете вы. То есть для жителей антимира некоторые наши поступки вообще непонятны. За счет создания своей проекции оно постигает вторую противоположность, фрагментарную. Мы за счет взаимодействия с высшим Я своим движемся к постижению целостного. Вот это и есть работа во внутреннем мире. Если человека оттуда вынуть, он становится беззащитным. Что сейчас и пытаются сделать. Ваше внимание в данный момент с помощью многих технологий вытаскивает из вашего внутреннего мира. Как только это сделают, вы все станете сборищем барашков, которых можно будет гонять куда угодно, когда угодно. Происходит это по одной причине. Самая низшая вибрация антимира для нашего мира является потолком. Поэтому пока не существует у вас связь с вашим высшим Я, вы соприкасаетесь с самыми высокими вибрациями. Ни одна технология, которая будет создана в этом мире, никогда эти вибрации не перекроет. Это ваша естественная защита. Можно уточнить кое-что. Можно. У нас про высшее Я разговор, да, пошел мы про женское начало говорили. То есть, вот, ну, это и у мужского, и у женского начала высшее Это Я. у всех. У женского как-то ближе оно. Это у всех есть. Угу. Просто не все с этим взаимодействуют и не все с этим нормально живут.
но есть у всех. Есть люди, которые напрямую могут общаться со своим ангелом-хранителем или высшим я, а есть, которые только получают от него волшебный пендель. Потому что высшее я не является тем, кто будет вас вынимать из каких-то проблем. Скажу наоборот, иногда еще и нагрузит проблемами. Потому что у высшего я задача вашего развития, а не охраны вашей физической оболочки. Проблем. Охраной физической оболочки занимается ваше подсознание. Проявляя эту охрану через интуицию, еще разные качества. Понимаете, да? Когда приходит вам мысль, не ходи туда, смех башка попадет, совсем мертвый будешь, это не высшее я. Для высшего я ваша физическая смерть – это вообще никак. Это естественный процесс перехода в параллельный мир. Именно в параллельный мир, не в антимир. Это разные вещи. В антимир мы никогда не попадем. Так, немножко отклонились мы. Высокая эмоциональность присуща мужскому началу. Женская, наоборот, безэмоциональность. Но чаще всего, именно высокая эмоциональность проявляется у людей, у которых серьезное залипание в женское начало. То есть это идет как урегулирование определенное. Да. Поэтому женщины, поскольку все-таки среди них больше женских начал, они именно этим качеством и уравнивают, как говорится, золотую середину, да, и поэтому считается, что женщины истерички и тому подобное. Но когда женщина успокаивается, ховается в жито. То есть она начинает выстраивать план, как она будет восстанавливать справедливость. Ну и запишите, к каким началам относятся системные проявления, относящиеся к 10 правилам Конва. Мужское начало – это ум, душа, энергия, пространство. К женскому началу относятся разум, дух, информация и время. Все, что я перечислил, это на самом деле не философские понятия, а определенные механизмы, которые описаны техническим языком, которые взаимодействуют друг с другом и за счет которых строится наш мир, уже наш пространственный мир. Но это отдельные семинары по этим будут проводиться. Я никак не могу выйти на... Ладно, это уже вопрос третий. Так, вопросы по мужскому и женскому началу. А вот про вот эти понятия, четкие разграничения, различия, например, между понятием ум и разум, это будет дальше? Это будет на других семинарах. Сегодня этого не будет. Это большие темы, да. Угу. Сегодня я вам базу рассказываю. Без этой базы все остальное смысла не имеет. Вопросы? Все понятно поначалу? Или есть какие-то непонимания? Вопросы. Вот смотрите, вы затронули понятие дуальности, оно стало понятным.
да, то есть противоположность мужского, женского. Спектр это вот это наблюдение вот этих противоположностей в разных контекстах жизни можно наблюдать Спектр – это взаимодействие. Взаимодействие этих начал, этой дуальности, я имею возможность наблюдать, и это есть спектр, да? Фокус, да. Так можно сказать. Да. Да? А вы сказали, фрактал, это тоже понятно, то есть фрактальное проявление. А вот что есть мера, не затронули. Это мы позже затронем? Мера, я как не затронул. Мера – это соотношение, соотношение проявлений, любых проявлений, которые строятся на базе золотого сечения. У вас, вы всегда слышите, что все хорошо в меру, да? Еще говорят, у каждого своя мера. На самом деле, все это, что говорится, не лишено определенного смысла. Просто своя мера у каждого, она напрямую привязана к кольцу, в котором работает сознание человека. Просто вам может непонятно, что такое кольцо. Ну, одно из проявлений колец – это, ну, например, вот есть понятие Родины, да, у человека. Для одного понятие Родины – это дом, в котором он родился и жил. Для другого кольцо уже больше. Это, например, уже город. Он считает Родиной. Сознание уже более широкое. У следующего понятия Родины уже область. Уже другое кольцо работает. Понимаете, да? То есть чем шире сознание, тем больше кольцо оно захватывает. То есть для меня, например, понятие Родины, да, это планетарный уровень. То есть у меня нет, в данный момент у меня привязка только к планете. То есть у меня нет этого состояние, как его называют, когда... Патриотизм. Нет, человек вспоминает. Ностальгия, да. У меня ностальгия появится только тогда, когда меня вывести с планеты. Вот это и есть вот, критерий, да? Вот, на что у вас ностальгия, вот это то кольцо можете уже определить, да, где вы находитесь. То есть меру, допустим, своего сознания может чувство, как бы подсказывать. Вы говорите, чувство ностальгии мне подсказывает. Нет, кольцо. Это может показать, в каком кольце сознание ваше живет. И вот мера будет проявляться относительно этого кольца. В другом кольце уже будет совершенно по-другому мера проявляться. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вот это, что говорят, мера у каждого своя, это соответствует действительности. Но люди это понимают по-другому. Они думают, что своя вообще у каждого, вот, как будто мы все живем в одном кольце, да, и у каждого своя мера. Нет. Люди, живущие в одном кольце, вот у них будет мера одинаковая. Переходят на другой вибрационный уровень, да, мера уже будет по-другому выглядеть. Понятно, да? Да. В общем, должны еще знать, что дуальность, она проявляется везде во взаимодействии. И это касается не только живых существ, это касается вообще всего. То есть выводить надо из стереотипов понимание дуальности. Как это выглядит? То есть, например, дуальностью являются такие вещи, как труба и кран. Они друг друга дополняют, но являются противоположными. Труба воду пропускает, кран ее запирает и отпирает. Вот у тебя очки лежат. Вот то, что на нос садится, является противоположным тому, что они поддерживают, линзы. Если у тебя вот кольцо на пальце есть, вот кольцо и палец в это время являются противоположностями. Столка под тобой, она является сейчас в данный момент именно системной дуальностью с твоей задницей.
То есть это тоже женское мужское Да, начало. это женское мужское начало, да. Вот как бы правильно квалифицировать это, научиться, чтобы Вот. без- Вот это и есть без вот эта перебоя. задача научиться Мгм. классифицировать. У нас просто есть определенный стереотип в этом плане. В природе ничего вообще не создается в моносистеме. Даже вся система, которая в природе создана как это называют, когда одни других поедают, и за счет этого мир существует. Там птички поедают комариков, Естественный комарики- отбор. естественный отбор, это тоже сюда, но сейчас не об этом. Пищевые цепи. Пищевые цепи, они тоже полностью основаны на проявлении дуальности. То есть одно существует для другого, и за счет этого существует целостность. Понимаешь, до куда все Конечно. уходит? Да, ну в целом понимаю, да. А Да. вот в частностях хотелось бы В как. частностях. Дом человек строит для того, чтобы в нем жить. Вроде бы простой, обычный процесс, да? Мгм. Но дом без человека существовать не может, как и человек без дома. А вот вместе не является собой гармоничной целостной структурой. Кто у них будет мужское, а кто женское начало? Можно подумать, да? Конечно, можно. Нужно даже. Так, дом. Я думаю, что, наверное, дом женское начало. Мужское – это стабильность. Это то, что не любит изменений. Женское, наоборот, то, что любит изменения. Так дом. Вот с этой точки зрения нет. А я думаю, почему-то, знаете, о другом, что мужчины обычно вот ходят в социум, и ему нужны связи. И я подумал, что дом же не ходит в социум. Нет, ты сейчас пытаешься составить соник по качествам. Надо Да, научиться да, да. видеть суть, Вот, исходя из... Вот это тяжело. вот как раз на первой части, когда мы перечисляли все вот эти качества, каждый раз хотелось вот некую какую-то одну такую тенденцию прочувствовать, да, Нет. один раз, чтобы уже Тебе- понять это. Тебе нужно понять именно суть. Вот эти качества, они не конечны. Это я вот набросал, чтобы понятно было. Их можно список продолжить. Очень длинный сделать. Ну, мне кажется, что это больше даже не интеллектуально понимается, а на неких ощущениях, нет? Нет. Это чисто проявление, они проявлены, их видно. Их видно очень хорошо. Понятно, да? Ну, понятно, над чем работать, но как именно, не очень. Вот резетка. Ее противоположность какая? С которой она является целостной, гармоничной. Вилка. Вилка. Вилка делается для резетки. Так же, как стулка делается для человека, для его задницы. А можно розетка мужское начало? Да, Потому что стабильно. да, А вилка? да. Вилка, она телепается, где-то носит этот прибор, а потом только когда-то там втыкают. Хотя вот так вот, если подумать, то... Что? Ну, один втыкает, другой принимает. Да, ну как-то совсем по-другому. Даже называют маму и папу. Да. Ну, Так кажется, розетка мама. В семье именно мама является мужским началом, а не папа. Мама является мужским началом. Если брать отображение, то мама является Богом в семье. Папа женское начало. Мама-хранитель очага, мама-хранитель генетики рода. Мама Бог, отображение Бога. Она же, мы сейчас будем рассматривать 4 стихии. Так вот, я просто вас не было, мы уже не стали ждать. У нас дуальность в природе проявляется везде и всегда. Все создается на основе дуальности. Ни один предмет не создается без своей пары. Начиная от того, что вы можете любой предмет взять, есть бутылка, есть крышка. Сама бутылка создавалась для человека. То есть всегда есть то, для чего оно создается, с чем оно работает в паре. Угу. Поэтому какой бы вы хрень ни придумали,
вы обязательно найдете на нее покупателя. Вопрос их количества и время дохождения этого покупателя до этой хрени. Ну, он все равно придет. Понимаете? То есть ничего не может быть, существовать без того, чтобы кто-то чего-то ему не понадобилось. Не сопутствовало. Да, не сопутствовало. Дуальность проявляется во всем. Одно притягивается к другому. Вы можете выставить там вот в интернете там какую-то рекламу, и обязательно на нее придет человек. Ему будет нужна ваша услуга. Вот это будет проявление дуальности. Понятно, да? То есть то, что я вам рассказал, это качество, которое не конечно на самом деле. Их можно очень много. Это маленький промежуток, чтобы вы поняли суть дуальности. Они просто многие думают, что вот я продиктовал, да, и вот на это ориентируются как на сонник. Ваша задача суть понять, в чем проявление качества начала. Потому что их очень много. Вы их потом будете сами выводить. Вот это то, что вам список дал, они выведены логическим путем из пассивное и активное. Может их быть гораздо больше. Их если очень взять гораздо разные больше. контексты. Их гораздо больше таких отображений. Поэтому не думайте, что это конечный вариант. Ну, да. Да. Просто тут все сбивает с толку то, что изначально приняли вот эту систему, что мужское и женское, вот оно тупо ассоциируется с мужчиной и женщиной. И вот от этого стереотипа очень сложно оторваться. А многих стереотипов сложно оторваться. Думаешь, только от этого? Вообще очень трудно. Вот какой самый серьезный стереотип в голове человека? Самый серьезный? Да. Который фактически, на который ты тратишь кучу времени, денег, непонятно чего, пренебрегая тем, что надо собой заниматься. А мы на это все вообще там потенциалом своим просто заливаем эту иллюзию. Какая существует иллюзия? Ну что, типа, пуп земли там? Нет, ну зачем так сразу? Счастье. Иллюзия счастья. Счастье, да. Если бы люди знали, что такое счастье, и что это на самом деле процесс, в котором мы постоянно участвуем, мы оттуда не вылезаем, они его ищут кругом. Они бы плакали очень горькими слезами. То же самое, как свобода, то же самое, как понятие любви, которое как бы стереотипно навязано под определенным углом, и из-за этого то же самое происходит в мире неразберихи. То есть я извиняюсь, перебью. То есть мое счастье зависит от того, насколько я здесь сейчас создам вот это золотое сечение между... Нет, нет, это процесс. Сейчас я буду рассказывать про как взаимодействует система, точнее, что она из себя представляет. Там вот затронем, что такое счастье. То есть вы поняли, да, что существует мужское и женское начало. И мы только что разобрали списки. Так вот, по этому же принципу само мужское и женское начало внутри себя тоже делится на мужское и женское начало. Понимаете, да? То есть, если вы возьмете, соберете кучу мужских начал, то хочется вам, не хочется, не внутри себя поделиться, как я вам говорил, что поляризуются на две компании, которые будут одни с более эгоистичным наклонением, а вторые с менее эгоистичным наклонением. Эгоизм, знаете, что такое? Предполагаю, что... А ну-ка. Эгоизм – это удовлетворение своих собственных потребностей без учета потребностей другого. Вот. Большая ошибка. Ты сейчас описал качество проявления нравственности, но не эгоизма. Пишите, чтобы знали, на что опираться, что такое эгоизм. А нравственность присуща женскому началу, а не мужскому. Эгоизм – это получение выгоды за счет использования чужого потенциала. И никак по-другому.
получение собственной выгоды за счет чужого потенциала. Теперь понимаешь, в чем разница? Да, ручку взял, вот, и все. Понял. Благодаря этому. Нет, я говорю, между своей формулировкой и Ну моей. да, я просто имею в виду, что сейчас я это сразу заметил, что я взял у него ручку, мне это было нужно, его ручка, моя идея. Ну, это мелочь. А на самом деле мы, по большому счету... Так вот, внутри себя мужское начало делится на более мужское и менее мужское. То же самое происходит в женском начале. Мы получаем проекцию 4 стихий. 4 стихии. 4 стихии – это не огонь, вода, воздух и земля. То, что вы знаете под стихиями, это отображения. Отображений в природе бесчисленное количество. Любой предмет – это отображение проекции стихий. Именно отображение. Но не стихия. Стихия описывается языком безобразным. Поэтому у нас Внизу женское или мужское? это мужское, это женское. Две половины, мужская и женская. Верхняя мужская половина, нижняя женская. Вот мужская, вот Ага. женская. Здесь более мужская. Здесь вот. Вот. Да. Да. Ограничение. Ограничение. Что как отображение входит в ограничение? Кто может назвать? Назовите отображение, которое именно как ограничение проходит в нашей жизни. Это стабильность. Ну, давайте начнем со стереотипных вещей. Вот из этих 4, которые стихиями называли, огонь, вода, воздух и земля, что является отображением зоны ограничений? Стихии ограничений. Земля. Обоснуй. Ну, потому что она, скажем, не двигается никак. Ну, это так примерно. Ты правильно сказал. Но надо учиться еще обосновывать, потому что можно попасть, да, и, ну, типа отгадал. Ну, я типа отгадал, да. Или По нет? отношению к остальным, если рассматривать, Земля – это самое стабильное, а значит самое ограниченное. Мужское начало, если помните, это то, что любит стабильность, не любит движений и сосредоточено на ограничениях. Резонирование. Не путайте с резонансом. Это резонирование – это зона комфорта, зона бесконфликтного взаимодействия. Это когда вам удобно, это когда вы делаете все, чтобы избежать каких-то конфликтов. Если в ограничении у нас находятся такие отображения, как религии, законы, противоправный бизнес, то есть торгующий наркотиками людьми, мораль, это все зона ограничений, я отображение называю. Понятно, да? Их очень много, вы их можете понаходить где угодно. Форма относится к ограничению. Форма предмета. Это, то есть стабильное, то, что стабильное. То, что стремится к стабильности по отношению к тому, где оно находится. Тоже рассматриваем индивидуально. Резонирование – это там, где обычный бизнес. Это там, где взаимоотношения людей, которые стремятся к бесконфликтности. Здесь именно проживают такие качества, как подхалимство, обман, как это называют, когда лесть. Вот это все находится здесь. Высшее качество проявления резонирования – это взаимовыгодный обмен. Запишите себе. Это высшее проявление этой зоны. Из 4 наших стереотипных стихий какая относится к резонированию? Вода. Обоснуй.
принимает любую форму, скажем так. Может, воздух? И воздух, который есть во всех стихиях, там, допустим. Кто более свободен из остальных трех? Воздух. И имеет, точнее, меньшую свободу. То есть самая маленькая свобода у Земли, еще меньшая свобода Воды. по отношению к остальным. Правильно, вода. Потом огонь, потом воздух. Да? Обоснуй, да? Значит, то есть у нас здесь вода. Здесь у нас земля. Следующая у нас стихия называется стихия возможностей, как высшее проявление. И низшее проявление – это нравственность. Это то, что ты мне рассказал. Как раз вот твое описание полностью подходит именно под отображение нравственности. Когда человек свою нравственность проявляет, именно слово «нрав», проявить свой нрав. То есть как ты хочешь, несмотря на то, как на это посмотрит общество. Общество и все, что связано со взаимодействием с кем-либо, находится вот здесь. Здесь человек находится практически сам на сам. Здесь он находится проявление индивидуальности. Вот это вот. Поэтому нравственность мы проявляем, опираясь на внутренние свои собственные правила и убеждения, которые мы сами для себя установили, исходя из определенных принципов. Здесь тоже есть правила в зоне резонирования, но они полностью основаны на правилах общественных, на правилах взаимодействия. Понятно, да? И возможности. Возможности дает нам мир. Можете себе это записать. Потому что существует мнение, что мы сами себе даем возможности. Много лекций, которые, особенно по бизнесу, там все говорят, мы сами должны себе дать возможности. Возможность дает мир. Именно если мир скажет, что я это приму, он это возьмет. Тогда у вас появятся возможности проявить в этом мире там что-то свое. Как-то туда вклиниться со своей новой продукцией, еще с чем-то. Если миру это не нужно, вы никак свои возможности не проявите. Понимаете, да? Пишите формулировку «возможность». Это проявление индивидуальности, возможность проявления индивидуальности через взаимодействие с миром. Это то, о чем я говорил. То есть сперва вы должны выяснить, нужно ли это миру, и только после этого вы можете понять, будет у вас возможность или нет. Нравственность. Проявление индивидуальности через фрагментарное восприятие мира. Если возможность как высшее проявление, оно включает в себя именно видение целостной картины, потому что по-другому вы не поймете, нужно это миру будет или не нужно при анализе, то нравственность проявляется через фрагментарное восприятие мира. То есть вот захотел и сделал. А что там будет, как говорится, это меня сильно не волнует. То есть вот это вот люди с ирокезами, голые на улице, это вот одно из отображений, ну и так, чтобы было понятно, да? Проявление нравственности. Когда человек на машине едет как ему нравится, невзирая на знаки светофора и остальных, это тоже проявление нравственности. Это низшее проявление качества женского начала. Понятно, да? Какая стихия? Отображение стихии. Оставшихся. У нас остался огонь и воздух. У кого огонь. Еще более меньшая степень свободы? Огонь.
В чем ограничение у огня по отношению к воздуху? Он не может без воздуха. Да, Ну, гореть ничего не может без воздуха. это иллюзия. Плазма, или то, что называем мы считаем как огонь, это единственное, что может повышать свою температуру до бесконечности. То есть сила и структура изменений максимальна. А воздух, он имеет определенные свойства и ограничения по отношению именно к огню. Я вот такими знаниями не обладаю. Чтобы так- Не, ну что тут обладать? Ну смотри, Солнце, внутри какая температура и снаружи какая температура. И это еще не предел. У нас считается Солнце, оно как бы средней как бы, интенсивности. Ну, слышали хоть об этом, да? Что есть белые звезды, есть желтые звезды, карлики. Вот у нас карлики какой-то там, то есть, а есть вообще там температура такая, что мама не горит. А воздух везде будет одинаков. То есть его стабильность больше по отношению к огню. Я вам логически пытаюсь сейчас довести, что не так немножко это. Воздух у нас здесь. И последняя стихия – это стихия изменений. Сюда входят еще такие, как исследование и разрушение. Теперь понятно, да, почему огонь у нас? Огонь – это единственная структура, которая может разрушить все. Ни воздух, ни вода, ни земля не обладают такими способностями и качествами, которые могут разрушить все. Это максимальное женское проявление. Да. Да. Представляешь? Это 4 стихии. Их отображение кругом проявляется в любом вашем действии. В любом. В микродействии, в максимальном действии. Взаимодействие этих стихий происходит вот таким образом. То есть, если ты по каким-то причинам, как мужское начало, залип в ограничения, то есть в излишнюю стабильность, система тебе будет выстраивать события в этой зоне. И это событие будет твое внимание вынимать отсюда и направлять сюда. Если ты залип в резонирование и всю свою жизнь ложишь на паперть, ой, не паперть, на как его, на подиум, господи, что голову не лезет. Алтарь. А? На алтарь. Общество. Живешь сугубо по его правилам, под его руководством, подавляя свою индивидуальность, он тебе выстроит события в эту зону. Хочешь ты, не хочешь, тебя сюда попрут. И ты с этим ничего не сделаешь. Понятно, да? Мера, это и есть то, к чему стремится система. Поэтому, если у вас есть, вот я когда рассказываю, обычно я привожу такой пример. Вот. Представьте себе, ну, условно, такой вот каркас. И вот здесь вот в центре. Ну, это вот так вот, да, такие дуги, и вот так вот. И у вас есть небольшой промежуток. И вот в этом промежутке вы, когда двигаетесь, вот эта система, она просто висит, да, вас не трогает. Как только у вас происходит залипание, что такое залипание? Ну, например, человек говорит, вот этого существовать не должно, и отталкивает. Что происходит? И его толкают туда, что он от себя отталкивает. Или говорит, я без этого жить не могу, и тянет на себя. Это отходит, и ты туда проваливаешься.
То есть, понимаете, вот это вот, ну, такой образный такая зарисовка, чтобы вы понимали, что как только вы поклялись в чем-то, а это крайность. Мой источник мне когда-то говорил: никогда не обещай, не клянись, нигде, где бы ты ни был, не проклинай себя. Это самое гиблое дело, заниматься обещаниями и клясться. Я говорю, а как же, вот, ну, я же живу, надо же как-то, люди требуют что-то. Ты говори то, что по реальности. Что ты приложишь максимум усилий при выполнении этого вот действия, но пообещать, что он будет именно вот так, ты не можешь, ты не Господь Бог. Чем я сейчас и занимаюсь. И поверьте мне, очень много выигрываю. Потому что я реально, получается, когда я такое говорю, у меня получается, наоборот, выполнить это, хотя я ничего не обещаю. А вот когда обещаешь, сразу выстраивается череда препон, сразу же, которые тебе не дают выполнить обещанное. И люди не понимают, почему это происходит. Обещание это воспринимается как, ну, представьте себе, есть целая система, а ты говоришь, а мне плевать, что она существует, я сказал, как это, пацан сказал, пацан сделал, да? И все. И ты в лепешку расшибаешься, выкладываешь кучу там своего потенциала, который тебе дали на здоровье, и пытаешься сделать какую-то ерунду, да, которую, видите, пообещал. Это не значит, что не надо ничего выполнять. Я вам говорю о правильном подходе к этому. У нас раньше, как говорили наши старики, еще вот до революционной эпохи, они говорили, на все воля Божья. Они этим самым фактически себя избавляли от вот этих вот ненужных корректировок. То есть человек уже допускал, что с ним может произойти все, что угодно. Он не влезал ни в какие залипания. А сейчас мы можем наблюдать такую тенденцию, например, что живет какая-то хорошая семья, у них ребенок, и родители честно говорят, что наркоманов надо уничтожать. Они честно это считают, что это плохо, это надо именно уничтожать. И их ребенок становится наркоманом. Никто не может понять, почему. Вот это вот. Своего ребенка уже не будешь, извините меня, уничтожать. Понимаете, да? Я вам рассказываю не о каких-то нравственных или безнравственных вещах, о каких-то правильных вещах или неправильных. Я вам рассказываю, как работает система. Я не говорю, что наркомания это плохо или хорошо. Я говорю о том, что это как системный элемент существует и будет существовать. Не надо становиться наркоманом. Не надо поощрять это или надо с этим бороться. На самом деле надо бороться. Но нужно это делать грамотно. Без отвержения как системного элемента, но бороться с этим как проявлением социальным. Это разные вещи. Понимаете? Внутри вы должны это принимать как структурный элемент, что он имеет право на существование. Но при этом, как говорил мой когда-то в Череповце жил, ходил на казачий спас, и тренер говорил, врага надо убивать с любовью. То есть, да, это враг, это как бы, если ты его уничтожишь, он тебя уничтожит. Но когда ты убиваешь, ты должен убивать его без ненависти. Это то, что заповедовали предки. Это ж он не от себя говорил, понимаете? То есть, это тоже входит в эту концепцию. Понятно, да, как это функционирует? Ну, давайте тогда для примера разберем еще одно хотя бы отображение. Какие отображения у нас еще есть по 4 стихиям? Они кругом. Их очень много на самом деле, просто вы вряд ли на них обращали внимание. Ну, давайте само просто. Крайность, да? Какую-то нужно взять крайность? Нет, 4 проявления, которые входят в одну концепцию. Ну, глядите. Умножить, разделить, прибавить, отнять. Какие еще? То есть прибавить это мужское, там, допустим, да?
минус это женское, умножить это мужское ограничение, получается, да? А разделить женское Сейчас не мужское, женское, сейчас уже по стихиям. Что дает возможность, что разрушает, что ограничивает и что резонирует. А можно маленький еще уточняющий вопросик по поводу возможностей и нравственности? Да. Они вот так вот вместе сидят в одном отсеке. Это одно и то же проявление или они... Высшее и низшее проявление одной стихии. Одной стихии. Да. Ясно. Времена года. В психологии есть 4 психотипа. Холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники. В генетике. Вся генетика, начиная от растительного и заканчивая заканчивая животным виде, базируется на 4 первичных элементах. Это я вам уже научные вещи сейчас подложу. Я не помню, как они называются. Если хотите, можете найти. Из них строится все. И растительное, и животное, и грибы, и насекомые, то есть все строится. 4 отображения стихий в природе, на которые мы вообще опираемся. Просто об этом не знаем. Это растения, это грибы, это насекомые и животные. Вся медицина восточная основана на взаимодействии этих отображений. То есть, вот если кто изучал какие-то вещи, там, китайскую медицину, там еще что-то, они именно лечат в основном тем, что человеку дают организму ту стихию через пищу, которой ему не хватает. В организме то же самое идет разбалансировка. Просто выражается это по-другому. Например, мясоеды, они сильно окисляют организм. То есть, и, соответственно, чтобы нормализовать все это, надо есть больше пищи растительной. То есть она в основном ощелачивает. У нас тут специалист есть. Вот он сидит. Я пальцем показываю. Он может об этом очень много рассказать. Понятно, да? Ну давайте для примера еще раз берем времена года по стихиям. Что у нас самое стабильное? То, что ограничено. Зима. Мнения другие есть? А ну-ка, Слава, а ну-ка, выдай. Я как всегда вот это, как вы сказали, составляю гороскоп по признакам. Что самое стабильное? Берем стабильность, да? Еще стабильность. Максимальные изменения, ну, допустим, весна, я так думаю. Максимально возможно. Что у нас? Еще один квадрат вот возможности надо, да, понимать? Как возможности. Как возможности, да. Возможности. Лето. Зима, ничего не растет, ничего не цветет. Ничего не течет, если хорошая зима. И осень как резонатор. Осень, кстати. Все умирает. Да. Увядает. Данилов, наверное, был изъяном. Кроме Данилова никто неправильно, больше никто правильно неправильно стихи не разложил по этим. Вот смотрите, у вас работает стереотип сейчас. Да. Зима – это самое стабильное считается, да, там это. Ну давайте зимой закину в лес и посмотрим, как ты будешь стабильно там находиться. Смотря с каким снаряжением. С любым. Ну, если только ты не подразумеваешь, что я тебе должен там дом построить. Кирпичный и с центральным отоплением.
Все относительно, вы так говорите, относительно чего мне нужно эту стабильность-то искать? Ну, смотрите, на самом деле тяжело, я понимаю. Мне уже это много раз доводили, что логика немножко другая. Вообще. Хотя на самом деле все очень поверхностно, на поверхности лежит. Просто нужно знать определенные процессы. Тоже зимой, мало кто знает, но именно зимой происходит максимальное изменение в генетике растений, которые, по мнению ученых, якобы спят. Даже у медведя внутри, когда он в берлоге лежит, на самом деле его тело выживает. Генетика в это время ведет самый активный образ жизни, а не спит. Поэтому я сказал, что если тебя в лес закинуть зимой, ты будешь что? Отдыхать или выживать? Выживать, да. Выживать. Так ты будешь пассивный или активный? Активно. Так, очень-очень активный. Да. Очень-очень активный, понимаешь? И эта активность не сравнится ни с весной, ни с летом, и не с осенью. Согласись? Да. Так какая это стихия? Стихия, получается, возможность Самый изменений. нестабильный. Изменений, да, максимальных изменений. Просто Мгм. эти изменения будут внутренними, а не внешними. Вот на это многие покупаются. Что зима якобы ничего не происходит. Но никто не смотрит на самом деле вглубь. Я же не говорю о том, что это происходит где-то в тонких телах. Это в реальной физике происходит. Семечко, которое лежит под снегом, оно в это время, если, не дай бог, изменилась температура, а оно не взяло, как это, его дерево, которое выкинуло, например, такую температуру в жизни не проходило. И оно не может качество это передать семечку. Например, дерево максимально в это время росло при температуре там, минус 20 градусов, а тут раз минус 25. И семечко вынуждено новое качество нарабатывать. Мгм. И вот которые наработали и вы потом проросли, вот это уже те носители нового качества, которые потом там по определенным схемам это качество будет распространяться. Дереву отойдет, ну, то есть как информация о этом качестве, и собратьям отойдет, ну, правда, в запакованном виде. Но тем не менее, оно уже будет по роду распространяться. А если нет, семечко умирает. Естественный отбор. То есть или ты шевелишься, изменяешься, или как обычно. Дальше. Возможности, что является, какая стихия? Остальные времена года к каким относятся? Мы выяснили, что здесь у нас зима. Зима, да. Возможности, получается, весна. Обоснуй. Потому что возможности возможно только во взаимодействии с внешним миром. То есть, если изменения внутри, внешняя возможность прорасти зерно только во взаимодействии с землей, там, Правильно, молодец. То есть семечко реагирует. Если мир дает возможность, земля оттаяла, прорастает. Если не дает возможность, значит ждет дальше. Если не оттаял, возможности не будет. Возможности не будет, да. То есть все правильно. Дальше. Ну, давайте кто-нибудь еще из вас. Ну что ж такое, один человек работает. Да? Две остались. Что там? Ну что, резонирование, наверное, 8. 50 на 50. А, нет. Лето, резонирование. Обоснуй. Это самое сложное. Комфорт и бесконфликтность. Лето. Летом комфортно. Почему бесконфликтность? Потому что в это время все размножаются, самки подпускают себе самцов, даже которых не подпускают в остальное время года. То есть пчелки взаимодействуют там, с цветочками, то есть опыляются там, и тому подобное. То есть идет именно взаимодействие, максимальное взаимодействие. Высшее проявление зоны резонирования. Помните какое, да?
Взаимовыгодный обмен. Мгм. И ограничением у нас является осень. Почему она является ограничением? Потому что все остальное занято. Логично. А если подумать, что происходит осенью по отношению к другим? Ну смотрите, яблоня. Зимой семечко боролось, проросло, листики выбросило, сформировало новую крону. И осенью что делает? Плодоносит. Даже если плодоносит. Плод созрел, все процессы заканчиваются. Дальше уже ничего не происходит. Ограничения. Все. Идет, листики отбрасываются, влага выводится, то есть все, дальше уже ничего. Работа происходит только в корне непосредственно корень выживает, не ствол выживает. В стволе в это время ничего нет, корень выживает. Вот там происходит зона исследования зимой. То есть до этого все сворачивается, в процессе больше ничего не растет, ничего не растет, выживает. Внутренние изменения происходят, именно внутренние изменения. Понятно, да? Ну, найти еще каких-то таких стихий непросто. Да? Вот сейчас вот культивирую в голове. Что может быть еще? Вот, Ну, на самом деле, есть еще много. Ну, например, энергия, пространство, информация, время. Это отображение 4 стихий в одном кольце. Энергия, пространство, время. И что было четвертое? Информация. Информация, да? Энергия, информация, пространство, время. Давайте разнесем. Информация как возможность. Нет, информация. Нет. Ищите, где наибольшая стабильность. Или большая нестабильность. Пространство, наверное, самое стабильное. Самые начальные противоположности, 2 противоположности, с которых все начинается, это энергия и информация. Их взаимодействие порождает время, время порождает пространство. Если брать настоящее время. Не то, которое время нашего сознания, над которым ученые голову ломают. А настоящее время это очень серьезная структура. Я ее даже на лекциях еще ни разу не давал. Берегу мозг. Наш. То есть в одном кольце вот вам 4 стихии, да? Отображение 4 стихий. Самое стабильное – это энергия. По своей сути энергия по отношению к другим сверхстабильна. Ее противоположность – это информация. Это самое нестабильное. Это постоянно изменяющееся. Пространство – это там, где происходит совмещение всего. Оно для этого и создается. Это как возможность, да, идет? Нет, это резонирование. Совмещение. А вот время как раз дает возможности. Поэтому даже по критериям нашего обычной жизни,
когда человек говорит, все есть, и предложение есть, и вроде деньги есть, и информация, как сделать есть, времени нету, я не могу реализовать проект. Нет возможности, времени нет. Вот, ну, часто такое бывает. Вроде вещь такая, что как бы не материальная, как бы, да, вот с точки зрения даже науки, а без ее дальше ничего не двигается. Ну и давайте теперь посмотрим, как это выглядит на обычных предметах. Я еще пример могу привести вам. Мы знаем такое прошлое, будущее, настоящее, да, есть еще четвертый элемент. Это источник, откуда все это, вообще все это начинается, как информативная часть. Она, вы вообще знаете, откуда выходит первичная информация? Первичная информация выходит из солнышка. Поэтому славяне поклонялись солнышку не с точки зрения, что оно греет, а с точки зрения, что оно является солонцем, совместным лоном. Свастики, помните? Они две, крутятся посолом и противосолом. Свастика отображает одна мир наш, а вторая антимир. Это дуальность, высшее проявление дуальности нашего мира. Записали это сюда? Да. Так, сейчас я вам забыл одну схемку дать. Сейчас я ее нарисую, а потом мы вернемся к примерам по стихии. Начинали мы все с дуальности, помните, да? Первый постулат – это дуальность. Мужское начало, если изображать его графически, выглядит так. Лежит стабильненько. Женское изображается так. Вертикально, оно в действии, оно стоит. Чтобы стоять, нужно какие-то изменения внутри, да, удерживать. Знаете, что мы когда стоим на месте, вот человек стоит, у него постоянно происходит определенное тело, на самом деле, движение. То есть, если их утрировать, то тело двигается вот так. То есть, когда мы идем, нога двигается, рука в противоположную сторону, и сама нога вот такие движения делает. Рука то же самое делает движение. То есть, мы постоянно находимся в таком вот перетекании. Когда идем, когда стоим, то же самое. Просто они очень маленькие, их тяжело заметить. Поэтому, чтобы стоять просто, нужно находиться в состоянии постоянных изменений. Вот живут два человека, один женское начало, второй мужское. И потом случается такая неприятность, они сходятся, и у них появляется понятие взаимодействия. Как только появилось это взаимодействие, появляется центр, называемая ось. Ось – это точка пересечений, в которой прописано, для чего они сошлись вообще. Вот это то, что мы называем траекторией, да? Есть схема, о которой я вам рассказывал. Вот встречаются два начала, мужское и женское. Чтобы они существовали нормально, одно начало должно пройти качество противоположного. Начинается движение. Мужское двигается сюда. Вот это точка меры. Соотношение 62 к 38. А женское движется к своей точке меры. В обратную сторону. И нарабатывает качество. То есть, начиная от одного залипания и идет к мужскому. Помните, да? Угу. Как это выражается в свастике? Мужское начинает стремиться к женским качествам, начинает вращаться. Женское начинает стремиться к мужским качествам.
мы получаем вращение свастики. Понятно, откуда теперь все это берется? Свастика – это графическое изображение работы алгоритма. В полном объеме их две вращаются друг навстречу другу и описывают всю систему. Вся система состоит из 10 элементов. Откуда берутся 10 элементов, понятно, да? Или надо рассказать? Ну, вы что сказали? Раз, два, три, четыре, 8, 5. Угу. 2 штуки. 10 элементов. Наша система десятиричная, а не 9, как это принято в ведической системе. Хотя там подразумевается 10 элемент, но какой-то там не проявленный. 2 оси существуют. Одна ось энергетическая, вторая информационная. Информационная находится в антимире, откуда приходит истина или свет божественный, или Ра, как его называют. И энергетическая, которая в нашем мире превалирует. Эгоистичная ось. Понятно, да? То есть оттуда приходит информация, а здесь у нас ось энергетическая. Так вот, когда начинается движение, вот эту точку меры, человек, который двигается вот сюда, проходя ее, он ее не замечает. Потому что, чтобы ее заметить, ему нужно пройти весь путь. Ему нужно пройти весь путь, чтобы увидеть вторую крайность. Пока он 2 крайности не увидел, он не сможет просто осознанно понять, где была точка меры. Когда он прошел 2 крайности, сделал анализ, как он должен был взаимодействие проводить в этом событии, вот тогда он и выходит через эту точку меры на следующий вибрационный уровень. Понятно, да? Вот это и есть проявление фрактала. То есть следующий вибрационный уровень начинается тоже с залипания. Мера предыдущего не является мерой следующего. Помните, я вам говорил? В каждом кольце своя мера. Поэтому, если вы в этом кольце достигли гармонии, для системы не поддерживает идеального состояния. Она к нему постоянно стремится, но как только к ней подходит, она сразу это убирает. Убирает тем, что переводит это существо на следующий вибрационный уровень, где все сначала. Вот эти вот ваши шажки, это и есть ваши проблемы. Понятно, почему проблемы никогда не уходят. Но вы можете научиться менять интенсивность проблем. Это уже другая история. В данный момент я вам рассказываю 4 постулата. Первый – дуальность. Второй – спектр. Третий – мера. И 4 – фрактал. Повторение предыдущего. Структурное повторение того, что было до этого. Именно структурное. Потому что образы будут всегда меняться. Понятно, да? И вот эта цикличность, она во всем проявляется. То есть, если вы начали какие-то... еще. Вот такого прохождения, что вот пошел, раз и вышел, в природе не бывает. Это идеальное прохождение. Поэтому обычно бывает так. А потом на 5-ю реинкарнацию. Понятно, откуда... Всю жизнь в одном движении. Понятно, Понятно, откуда у нас берутся наши события, в которых мы тут колбасимся и не можем понять... Вот это 80% нашей жизни.
А можно сделать за 2 раза. То есть сходил, виточек сделал, как говорится, и на второй уже можно выйти. Уже это не будет являться идеальным состоянием. То есть уже это... Но для этого нужно работать, научиться. Пошел в события, и нужно научиться знаки читать, нужно научиться реагировать на них, изменять до этого я вам рисовал стихии, да, кон, систему алгоритма. Она раньше еще коном называлась. У этой системы было много названий. Первород, кон. В эзотерике я встречал такое название: великий никто, пребывающий везде и нигде, творящий все. Природа. Это все название вот этой системы. Ну, у нас в христианстве называют Богом, в исламе Аллахом, там, ну, кто где на что. То есть тот, кто все это регулирует, за всем следит и все делает так, чтобы оно не развалилось. То есть вот это вот. Поэтому, если вы осознанно к этому подходите, то вы эти шажки можете сделать гораздо быстрее, лишь зная, например, то, что кон воспринимает только внутренние изменения. Именно внутренние изменения. На внешние он вообще никак не реагирует. О чем это говорит? Если, например, у вас идет корректирующее событие, где вы, например, должны проявить качество женского начала, ну, например, в чем оно проявляться может? Научиться давать, именно миру давать, дарить. Разница аж между этими началами, знаете, да, большая. То есть, если, например, подарок делает мужское начало, оно деньги не дарит, или, ну, подарок не дарит, но вкладывает это вкладывает, оно потом будет ждать отдачу. А женское именно дарит, то есть оно дарит для того, чтобы сделать человеку хорошо. Потом не претендует ни на какую отдачу. И вот, например, если человеку надо это качество наработать, оно заключается не во внешнем проявлении этого, что вот я пришел, подарил, а именно во внутреннем. Именно когда ты внутри что-то подарил, и внутренне ты не настроен на то, чтобы тебе что-то за это что-то было после этого. Вот тогда это проявление качества женского начала. А женскому началу наоборот. Вот последние кругом вот сейчас люди события проходят, обращаются, и большинство женских начал не хватает проявления эгоизма. Потому что они даже думали, что вот, как у тебя, ты рассказал, да, что такое эгоизм, а это не мне нравственность, это отношение имеет к женскому началу, не к мужскому. Потому что где-то тут за счет чужого потенциала что-то для себя выгоду поимел. А этого не хватает. И женские начала подвергаются корректирующим событиям. То есть приходят события, которые заставляют их проявлять эгоизм. Представляете, какие проходят события эти люди, чтобы проявить эгоизм? Мне говорят, мне противно это изнутри проявлять, мне просто противно, я не могу переступить через себя, чтобы что-то у кого-то забрать. То есть, понимаете, то есть для сообщества это на самом деле, то, что я вам рассказываю, ненормально. Потому что нас учат чего? Религии учат доброте, отзывчивости, да, там, 10 заповедям. Хотя это еще те мины. Излишнее нарушение меры в следовании этим заповедей, да, вызывает противоположный эффект. То есть, если ты будешь заповедь «не укради», например, рьяно очень, да, вообще скажешь, я не украду ни при каких обстоятельствах. Тебя поставят в условия, когда ты вынужден будешь украсть. Даже чтобы своему ребенку жизнь сохранить. То есть вас поставят в условия, когда вы вынуждены проявить спектр. Понимаете, да? Поэтому ко всему надо подходить очень-очень таки с головой. Понятно, да? 4 проекции, которые называются постулаты, вот они работают таким образом. То есть дуализм, спектр, мера и фрактал. И все заново. Наша песня хороша, начинай сначала. Все это вы можете отследить на самых элементарных событиях. Вы все это можете увидеть, если захотите.
Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни начали, вы все равно, как это вот, например, спектры, это у нас проявляется как с чего начнешь, противоположным закончишь. Иногда этим пользуются, ну, кто уже поумнее, да, они уже знают, что если у человека искусственно вызвать реакцию внутреннюю, противоположную, этим самым запускается событие. И запускается с точки зрения системы. На этом работают окна Овертона. Но там есть своя методика их запуска. Она более серьезная. Ну, а если по-простому взять, да, вот, например, Слава решил какую-то девушку закадрить, да, но знает, что она ему откажет. Откажет по-любому, потому что, ну, нет у него крутой иномарки, там, нет у него там это, а девушка очень нравится. Подходит девушка и говорит: знаешь, подруга, меня вот Слава зовут. Хочешь или не хочешь, но ты со мной переспишь. И девушка: я? И главное, не отходить от девушки далеко. Через какое-то время она к нему привыкнет. Потом скажет: а вроде ничего. А потом скажет: что, даже ничего такого. И произойдет то спектрально, относительно чего она сказала никогда. Понятно? То есть так, вот это так работает. Все браки, которые заключаются, если вы знаете, да, то есть если вначале люди знакомятся и они друг другу не понравились, потом это вытекает в очень стабильные и длительные отношения. Если начинаются с очень ярких проявлений, таких, ну, супер, там люди там бегают друг за другом, я без тебя жить не могу, там это, они быстро также заканчиваются, притом заканчиваются в противофазе. То есть конфликтами, выливанием грязи, и, то есть интенсивность вот этого очарования равна интенсивности разочарования. Понятно, да? Если у вас еще этого не произошло, ну вы знаете, что вот сейчас послушали меня, да, и вот это было. Это значит, вы просто в пути. Просто в пути. Да, а можно вот к этому Славе вернуться, который к девушке-то подходил? Она-то ему нравилась, он-то от нее, это он ей как бы не очень, Да, правильно? То я есть получается, говорю, что у него наоборот. Да. Это я говорю уже о том, что есть техники, достигая сознания определенных, люди уже начинают с помощью работы алгоритма воздействовать на определенные события. Я привел примеры, те же окна Овертона. Их сейчас используют спецслужбы. Слава богу, они полностью целиком не знают эту методику. Они только, так скажем, верхушку ухватили. Потому что вещь очень серьезная. Я извиняюсь, сложный вопрос. Вы вот сказали о том, что да, вот не испытывайте иллюзий, вы уже в пути. А вот об интенсивности переживаний. Вот, интенсивность можно изменить. Да, вот процессе, вопрос, как да. это можно сделать. То есть, если вы ходите, учитесь, как читать знаки, а знаки это и есть отзыв системы. Это диалог с вами, диалог, не монолог. То есть вы делаете какое-то действие, вам идут сразу определенные подсказки. Подсказки, подсветки, знаковые отображения, то есть, которые говорят вам: ты сейчас нарушаешь меру в том-то. Тебе это надо прочитать. Ты на это смотришь. Есть матрица Творца. Это генетическая матрица, о которой я упоминал, да? Аналог того, когда происходит спаривание сперматозоида с яйцеклеткой, да? Вот идет совмещение двух генетических матриц. То же самое происходит при построении миров. Берутся два существа, которые заведомо активизируются в каком-то мире, да, и свои качества вытягивают на высший план. И при их переходе на следующий уровень, в следующий уже мир, с них снимается матрица, и на ее основании строится новый мир.
Ну, это так вкратце, да? Ну, на самом деле. Вот. Для нас эта матрица – это карта, по которой мы живем. То есть мы, как мир, проживаем то, что прожили эти два существа, но уже в совмещении. В природе ничего не повторяется. Поэтому мы пользуемся не картой какого-то одного существа, которое прожило, а наложением. Вот как ребенок, когда рождается, несет в себе две матрицы генетические, папа и мама. То есть первые идут две матрицы, потом идет третья. Это вот этот процесс их совмещения. И четвертое, это когда он рождается ребенок с тремя матрицами. Четвертое изменение он вносит сам в процессе своей жизни, изменяя по необходимости под данную систему, в которой он родился, наследственные вот эти вот три элемента. Потому что папа и мама, когда закладывали это совмещение, они вкладывали тот опыт и практику жизни, относительно которой пришли на момент зачатия. А вот четвертое начинает формироваться с 16 лет, когда ребенок выходит из-под знакового отображения родителей. До 16 лет он их отображает. И поэтому вынужден фактически немножко жить не своей жизнью. То есть через ребенка родители могут видеть, какие проблемы у них. Это тоже одна из знаковых систем. Поэтому многие болезни у ребенка, еще такие неприятности, на самом деле зависят от родителей, а не от ребенка. Но это я не к этому, это я так немножко отвлекся. Так вот, значит, из матрицы Творца выходит то, что называется судьба через Т. Суть бытия. Это то, чего вы никогда в своей жизни не проживали как качество. Это новое. Вот в этом разница. Суть бытия, судьба зовется. Понятно, да? Новое. То, что является судьбой, никогда у вас в жизни как качество не проявлялось. Оно вам выходит и проходит у вас через 4 знаковых отображения, показывая вам, что вам нужно внутри изменить, чтобы это качество было наработано. Первый знак называется шепот. Его прочитать можно только в состоянии измененного сознания. Поэтому мы его сейчас рассматривать не будем. Но он самый информативный. Второй знак, говорящий. Это знак, который уже фиксирует наше сознание. Запомните, знаком является все, что излишне привлекает ваше внимание. Есть фоновое внимание, а есть то, что излишне как вырывается из него. Вот это для вас является знаком. Третий знак – крик. Кричащий знак. Если вот эти два относятся к женскому началу, они чисто информационны, то есть говорящий знак – это именно информационная подача. Это когда без насилия, без каких-то там угроз, без каких-то вам подходит какая-то информация, на которую вы обращаете внимание. Это может даже быть вещи простые, то есть вас могли немножко толкнуть, да, и вы слишком обратили внимание. То есть, или кто-то вам что-то сказал, даже рядом с вами вот кто-то что сказал, и вы на это обратили внимание, да, это нужно читать. Излишне то, что привлекает внимание. Бывает такое, что авария происходит у тебя на глазах, и ты на это никак не реагируешь. Это как обыденность, особенно вот у ДПСников, да? Или человек, который в морге работает, для него смерть это как вот это, то есть на это реагирует. А в другой момент раз я отреагировал. Вот это уже является тоже знаком. Понимаете? То есть есть фоновое состояние нашего внимания, а есть то, что излишне привлекает. На это нужно обращать внимание. Вот эти два знака, они
ты дошел. Вот эти два знака, они же мужского начала. Кричащий и то, что называется корректирующее событие. Кричащий знак — это как раз вот именно, они отличаются подачей интенсивности. Вот здесь самая малая интенсивность. Почему шепот? Потому что он еле слышен, нужно напрягаться, чтобы его увидеть, услышать, прочитать. Вот этот уже более яркий, этот еще ярче. Кричащий знак — это когда, например, вы видите драку перед собой или аварию увидели перед собой, да? То есть вот какие-то уже повреждения идут, кровь где-то какая-то. Но вы в этом не участвуете именно вот сильно не участвуете. Где-то рядом, может быть, где-то что-то с вами произошло, но не такое уж слишком для вас интенсивное. А вот корректирующее событие, это уже конкретно вы участник, вас колбасит по полной программе. Это самое наше любимое событие, мы его дожидаемся обычно, вот эти три мы игнорируем, это мы дожидаемся. Поэтому у нас есть поговорки по этому поводу, да? Подкрался незаметно, но видим Да. Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится, там, в этом роде, да. Это уже современная интерпретация. Я все по старомодному. На пословице до поговорки. Корректирующее событие – это то событие, которое вас ставит в позу, которой нет в Камасутре, и за счет этого добивается внутренних изменений. Ваших внутренних изменений отношения к определенным процессам, которого до этого у вас не было. Понимаете, да? Что это за событие? Так вот, если у вас все-таки все произошло нормально, то есть и вы события прошли, вы наработали новое знание, у вас происходит стресс. Стресс от слова сознание трясти. Это не связано с эмоциональным проявлением. Тем, которые, как стресс, говорят психологи. У человека стресс, его трясет, там у него эмоции. Это. Стресс – это когда в вашем сознании рассыпаются старые связи. Ваше сознание состоит из знаний, которые связаны с друг другом определенными схемами взаимодействия. Это определенная призма, через которую вы смотрите на мир. Поэтому, когда вы получаете новое знание за счет этого корректирующего, стресс – это рассыпание этих связей для того, чтобы новое вплелось. Понятно, да? То есть есть определенные связи, вот они были как-то выстроены, они рушатся, и новое, которое подходит, уже с ним вместе вплетается в новую систему. Обычно после этого у человека меняется мировосприятие. Особенно если какие-то глобальные произошли события, человек по-другому смотрит на мир, если все нормально произошло. Здесь есть один нюанс, что во время того, когда происходит стресс, если человек уже опытный, он может сам себе составить новое сознание. То есть сам работает с этими новыми схемами, то есть вот этими вещами. Если нет, они сами соберутся. Но соберутся уже, как говорится, как повезет. Понятно, да? Отображение этих процессов тоже существует в природе. У нас сейчас по этой же схеме, например, страны, колбасятся, по-другому не сказать. То есть появляется новый игрок, ИГИЛ в данном случае. Разрушаются старые связи, собираются сейчас новые. Но с учетом уже этого ИГИЛа. И еще себе запомните, если в системе что-то новое образовалось, оно будет охраняться единым алгоритмом, как новое качество. Никогда не будет уничтожено. Поэтому ИГИЛ никогда уничтожен не будет, как и фашизм. Это одно из качеств, которые система
как берет его для того, чтобы выстраивать новые, новые исходные конструкции. данные. Да? Исходные данные, как новые конструкции. Понятно, да? Стресс у вас произошел, и отсюда идет сигнал, что качество заявленное состоялось, идет обратная связь, и вам, как по щучьему велению, спускается новое. Ну, то есть рассказывать, сколько там такого лежит, не надо, да? Чтобы лишний раз не травмировать психику. Это к тому, что, может быть, как-то повлияет на знание того, чего мы живем, что мы тут делаем. Смысл нашей жизни. Если же... еще такая доработочка, значит. Например, вам приходит первый знак. Человек работает в состоянии разума. Это измененное состояние сознания. И он за счет работы разума вызывает внутренние изменения, которые фактически для системы говорят о том, что качество усвоено, наработано. Называется это озарением. То есть озарение возможно только вот в этих двух элементах. Это когда человек проводит внутреннюю работу, именно работу. Вот это озарение, это и есть внутренние изменения. После этого система доводит 3 проверочных события, микрособытия. То есть, когда качество наработано, вам система подталкивает 3 небольших события, они такие легенькие очень, но вы должны подтвердить, что вы это качество наработали. Если этого не происходит, то у вас идет отсюда повтор, но без усугубления, просто повтор, системный повтор. Понятно, да? Еще раз, я уточняю. Вот если 2 этих события проходят проверку, все равно идет повтор. Или не проходит проверку, идет повтор. Вот здесь у вас проверка. Если внутренняя работа проведена... Внутренняя работа проведена, и если все прошло нормально, и 3 события прошли подтверждающих, то тогда сигнал уходит, что все состоялось. Да. Если нет, не прошло, да. Если нет, вы идете дальше. Это уже то, что происходит в пространстве. Это уже события, которые вы будете видеть, слышать, в них участвовать. Понятно, да? Если все прошло нормально, то же самое. У вас идет... Но есть еще такой вариант, тут то же самое, кстати. 3 проверочных события. То есть ничем не отличается. Если здесь вы по каким-то причинам, то ли незнания, то ли еще что-нибудь, обращаетесь к каким-нибудь магам, колдунам, там еще что-нибудь, там, за помощью, или психотерапевтам, которые вам таблеточку дадут, чтобы стресса не было, да, в критической ситуации. То есть система стремится связи разбить, да, а вы стремитесь их сохранить. То есть называется вывалиться из события. Для вас это как бы хорошо. В каком плане? На данный момент вы как бы решили, закрыли проблему. Все. Но для системы это сигнал о том, что вы не наработали новое качество, и новое качество не вошло как новый элемент сознания. И вот отсюда появляется новое ответвление, мы называем его карма. По-русски называется судьба, суд бытия. Что это такое? Это вас судьба или карма отправляет на повтор, но с усугублением.
интенсивности проживания похожего события, схематически похожего. И этот цикл будет до тех пор, пока или таблетки здесь не кончатся, или у мага силы не хватит вытаскивать это события. Но тогда лупанет так, что дай бог вам кости собрать. Можно и в следующую реинкарнацию перейти. Понятно, да? Почему не очень правильно выходить из событий и пользоваться вот такой помощью, когда за вас решают вашу проблему. Вы описали очень четкий алгоритм употребления наркотиков. Вот на стрессе он наркотик употребляет и потом... Я описал так? не только, это вообще... Ну, я имею в виду, можно? Да. И вот эту схему вы можете увидеть везде. Она также системна. Везде. Просто научиться читать знаки, видеть их и видеть проверочные знаки, это уже нужна практика. Один вопрос. Вот смотрите, корректирующие события понятно, третье понятно. Вот смотрите, там вот первый, второй говорящий и шепот. Чем отличаются? Шепот – это когда человек может увидеть и прочитать в режиме онлайн о всем том, что происходит у него внутри. То есть на самом деле, если брать, то любое, где вы попадаете, в любую вот место, там это, все, что вас окружает, оно окружает вас не просто так. Оно является отображением процессов, которые у вас внутри. То есть, грубо говоря, что у вас внутри, туда вы попадете. То вас будет окружать. Люди, события, дела, предметы. Понимаете, да? Это отображение ваших внутренних процессов. Вот шепот это и есть. Прочитать это можно только в состоянии измененного сознания. Очень много информации. Я пробовал, очень тяжело. А начиная с говорящего, это уже попроще. Это то, что привлекает внимание излишне, да, на это уже можно ориентироваться и как-то с этим работать. То есть знаки читаются, с одной стороны, как бы несложно, но с другой стороны, как казалось, для многих это сложно. Чтение знаков начинается с такого понятия, как прибыло-убыло. То есть надо понять, тебе что-то прибыло или что-то от тебя убыло. Вот, например, к Славе приходит друг и говорит: Слава, напиши мне письмо. Слава: друг, написал. Через какое-то время приходит друг опять: Слава, напиши мне еще письмо. А Слава уже узнал, что эта песня пошла как хит, и друг заработал на этом $20 000. Ну, говорит, друг, ладно, еще раз пишет письмо. Через какое-то время Славе доходит, что тот на следующей песне уже заработал 40 000. Кто-то опять приходит к нему, говорит: Слава, ты мне друг или не друг? Он говорит: друг, конечно. Ты мне слишком мало уделяешь внимания и делаешь для меня, как для друга. Вот это знак. Потому что Слава в это время взорвется. Он уже взорвался до этого. Он начал возмущаться. То есть, когда вы начинаете чем-то возмущаться, это уже излишнее внимание. О чем этот знак говорит? Во-первых, друг прибыл. Он пришел к нему. Значит, прибыло. Что прибыло? Прибыло какое качество? К Славе. Мужское. Правильно. А какое именно? Гадкое, мерзкое. Эгоизм. Эгоизм. За счет его потенциала человек получал выгоду. О чем это говорит? О том, если прибыло, значит ему этого качества не хватает. Если убыло, значит был излишек определенного качества. Вот на это нужно ориентироваться. Вот если вы свою жизнь просмотрите, вы увидите, что это везде постоянно у вас встречается. То, чем вы возмущаетесь, надо посмотреть, прибыло это или убыло. Вот этого вам не хватало. Система будет выравнивать. И он просто этого друга потом пошлет и скажет: или ты мне вот такую будешь сумму отстегивать, или я вообще с тобой никаких денег не буду, дел не буду иметь. И сумму загнет больше, с учетом уже того, что тот наварил, чем это на самом деле стоит. Этим он проявит эгоизм. То есть система добьется от него того,
Чего она должна добиться? Проявление этого качества. Понятно, да, как это работает? Да. Понятно становится с неожиданными воспоминаниями. Неожиданно всплывающими. Я рад, что что-то становится понятным. Потому что на самом деле информация очень, понимаете, да, тяжелая, наверное. Нет? Тяжелая информация. Мы просто привыкли, нас поляризуют на добро и зло, нас поляризуют на там, какую-то защиту, там, на какие-то правильные действия. Если вы видите, у меня нет понятия правильных действий или там это плохо, это хорошо. Я вам рассказываю, как работает система с целью сохранить вас и этот мир. Это все происходит именно за счет вот этих вот перетеканий качеств. Поэтому хотите вы или нет, у вас все равно будет вот это вот. Происходит. Наша песня хороша начинается сначала. Пишите, пусть, пожалуйста. Когда я вам рисовал эту схему, помните, да? Вот это вот. Вот это когда... Я тут рисовал такие маленькие черточки. Вот это от одной черточки к другой, вот это и есть прохождение вот этой схемы, чтобы вам было понятно. Что ж ты так вздохнул? На самом деле их здесь гораздо больше. Это и так, чтобы понятно было. Нет, ну вот наша задача же научиться как можно быстрее распознавать знак вот желательно на стадии говора. Правильно же? Так, давайте еще вернемся немножко, сейчас уже время у нас закончилось, значит, чисто к проявлению стихий. Вам нужно научиться натренироваться переводить элементы стихии по отношению к предметам, к людям и тому подобное, потому что все одно и то же. Вот возьмем бутылочку, да? Она в себе несет 4 стихии. Как они проявляются? Что здесь является зоной ограничения? Форма. Форма. Она самая стабильная. Угу. Что здесь является зоной резонирования? Водиться. Не, мы воду не берем пока. Мы берем чисто бутылку. Крышечка. Крышечка. Ну, вот. Молодец. Крышечка удобная, крышечка такая, да, открыл, закрыл. И еще что. Иногда в бутылке делают что-то такое, чтобы было удобно рукой держаться. Возможность чем проявляется? Дырочка. Объем. Емкость. Емкость дает. Возможность бутылки заключается в ее емкости. Угу. И зона исследования изменений, что является? Что здесь разрушается? Что в бутылке разрушается? Горлышко. Ну, по большому счету, это надо смотреть индивидуально. Если вы, например, Исполняемость. бутылку где-то, она у вас постоянно, то есть трется, ну, вот место, где что-то трется, где что-то там вытирается, разрушается, вот на это смотреть надо. Возьмем ножик. Зона ограничений. Самая стабильная. Длина. Рукоятка. Длина. Форма. Форма. Ну, форма. В любом предмете форма будет. Не да? во всем. В химии там все по-другому. Но мы это не будем трогать. Вам надо хотя бы обычно понять. Да. Резонирование, удобство. Рукоятка. Рукоятка. Возможности. Лезвие взаимодействует. Да? Лезвие. Что именно на лезвии? Где она взаимодействует с этим миром. Вот на лезвии получается. Я понимаю. Лезвие у нас... Длина лезвия. Длина лезвия. Длина лезвия, да? Возможности ножа, Возможности длина длина лезвия. Я не угадал. И зона исследования, Само лезвие. само лезвие, да, где именно точится. Оно именно изменяется, но это. Понятно, да? Лампочка. Форма лампочки. Форма лампочки, ограничения. Да. Резонирование. Вот этот, который в патрон вкручивается. Резьба. Да. Цоколь. Возможности.
Возможность, что Мощность. там, мощность, киловатт или что? Мы нет, рассматриваем лампочку, просто Ну, не включенную сеть. Потому что включенная это совсем другой разбор будет. Яркость. Тоже не проходит. Прочность. Возможности лампочки дает стекло, прозрачность стекла. Мгм. И зона исследования изменений, разрушений. Что у лампочки разрушается? Ну, сама спираль. Спираль Да. постоянно разрушается. Она испаряется, она трескается, она там это. Принцип понятен? Да. То есть вы это все можете на любом предмете увидеть, на любом событии увидеть. Вам нужно научиться это читать, потому что без этого вы знаки читать не сможете. Знаки нужно переводить будет в структуру. Любое проявление, оно основано на 4 стихиях. Любое. И вам, чтобы его прочитать знак, нужно будет перевести в стихию. Только тогда вы увидите, где у вас залипание. Что вам прибыло, Что что тебе, убыло. куда сдвигаться, да? Куда сдвигаться, да, какую работу внутреннюю производить.